Разрешена разминка для первой группы участников. На разминке находятся Валерия Еремина, Эдгар Претенштатлер, Евдокия Тариба, Николай Никитенко, Яна Пескякова, Марк Котов, Софья Кутлубаева, Герман Степашов, Олеся Капитонова, Владислав Резников. Четвертый день Кубок Москвы. Финал уже в парном катании мужском одиночном разыграны комплекты медалей. Но сегодня продолжится борьба у танцев на льду и начнут выступать девушки по разряду КМС. Первый спортивный разряд уже представил вчера два обязательных танца «Звездный вальс» и «Квикстеп». И сегодня нас ожидает выступление произвольных танцев. Каждой разминке у нас будет по 5 танцевальных дуэтов, и таких разминок у нас будет 2. На данный момент у нас лидерами соревнований являются Анастасия Твердохлебова и Илья Павлинов. У них 75 баллов. Первое место по обязательному первому танцу и второе место по квикстепу. Алиса Кремер и Илья Целковский занимают вторую строчку, 74 балла 52 сотых. Как раз таки они поменялись с Анастасией и Ильей местами в обязательных танцах, второй и первый. И четко на третьих позициях завершили обязательный танец Арина Новикова и Илья Манапьянц. Что ж, поговорим о ребятах, которые находятся сейчас непосредственно на разминке. В целом хочется отметить, что вчера показали все спортсмены очень неплохой уровень. Каких-то серьезных ошибок на обязательных танцах не было допущено. То есть все было очень даже на достойном высоком уровне. Единственное, вопрос исполнения кикпоинтов стоял очень остро, но все остальное было сделано хорошо. Очень интересные были хореографические находки, очень много красивых танцевальных образов и оригинальных прочтений. Казалось бы, таких простых вещей, как обязательный танец, но каждый подошел с таким интересным креативным подходом, и получились очень интересные постановки. Еремина Валерия, Претенштатлер Эдгар будут открывать эту разминку. Катаются в паре они совсем недавно и тренируются в группе Светланы Алексеевой, Кострова и Лены. 13 лет партнерши, 14 лет партнеров. Тариба Евдокия, Никитенко Николай, 17 лет партнер, 16 лет партнеры. Тренируются они в группе Крыловой Анжелики. Песклякова Яна, Котов Марк, 13 лет партнер, 17 лет партнеру. Тренируются они в группе Сергея Мозгова. И напоминаю, что это, наверное, самый молодой дуэт на сегодня в плане именно скатанности вместе, потому что катаются они в паре всего буквально парочку недель. То есть начинали они сезон совершенно в других дуэтах. И вот сейчас за такой короткий срок успели скататься и подготовить для нас свои танцы. Кутлубаева Софья Степашов Герман, 14 лет партнерши, столько же лет партнера. Тренируются они в группе Александра Жулина. Юлия Злобина и Алексей Ситников стоят за бортом и переживают за своих спортсменов. Ну и закрывать эту разминку будет Капитонова Олеся и Резников Владислав. Тренируются они в группе Елены Масленниковой, 12 лет партнерши, 14 лет партнеру. Ну а разминка уже подошла к концу, и на льду остается лишь один дуэт Еремина Валерия, Претенштатлер Эдгар, который представляет группу Светланы Алексеевой и Косторовой Елены. Приглашаются Валерия Еремина, Эдгар Претенштатлер, Московская академия фигурного катания на коньках.
что ж, очаровательным выступлением открывают эти спортсмены нам произвольный танец в первом спортивном разряде. Классное музыкальное сопровождение, мне кажется, для первого спортивного оптимально, для того, чтобы и помочь спортсменам раскрыть себя в артистическом плане, и, конечно же, чтобы не терять ритм и уметь работать быстро. Что ж хочется сказать относительно самих ребят. Очень долго ставили им музыку, и они огромные молодцы. Справились они с этим небольшим давлением. Очень долго стояли в первой позиции, готовясь, что в любой момент может снова заиграть музыка. В общем, действовали совершенно правильно, как взрослые спортсмены. I Like to Move It мы слышали вчера в контексте ритм танцев темы 90-е. Здесь, конечно, совсем другая тема у нас. Саундтрек к мультфильму «Мадагаскар», как все уже успели догадаться. Яркая постановка, хорошие костюмы, много интересных хореографических находок. И, мне кажется, относительно вчера, относительно обязательных танцев, исполненных этими ребятами в произвольной программе, ехали куда более уверенно, куда более четко. И Юлия Чуркина, которая выводила ребят на лед, и которая в целом работает с этим дуэтом, может быть, мне кажется, полностью довольна этим выступлением, потому что если действительно вчера чувствовался некоторый мандраж и суета, сегодня все было сделано очень четко и прям поученически правильно. По 100 метров танцев пара номера 98,66 балла. 98 баллов, очень достойный результат, и от этих баллов мы будем дальше отталкиваться, оценив всех остальных дуэтов. Евдокия Раиба, Николай Никитенко, Московская академия фигурного катания на коньках. Ученики Анжелики Крыловой заявили очень серьезную тему в произвольном танце. Посмотрим, насколько у них получится это реализовать.
что ж, можно сказать, почти справились со своим выступлением эти спортсмены. Возможно, некоторые вопросы вызвали серия твизлов, особенно у партнера. Немножко как будто бы там можно поставить на ревью этот элемент, но все остальное сделано очень хорошо. Особенно вход во вращение мне понравился, очень креативный. И хочется отметить, что очень важно, в первом спортивном не просто уже спортсмены делают элементы, а пытаются зарабатывать на них хорошие плюсы за счет более креативных положений, хорошей скорости, и это достойно похвалы. Очень неплохо выступали ребята в этом сезоне. 9 место на первенстве Москвы, 6 место на мемориале Рабер и 8 место на призы президентов ФКМ. В произвольной программе они набирают плюс-минус одинаковые оценки, где-то в районе 45, но их season best был как раз на последнем турнире на призы президента ФКМ 47-39. Посмотрим, получится ли у них улучшить свой результат, потому что в целом прокат был очень достойный, и вот сейчас вижу, что хоть твизлы были поставлены на ревью, уровень не понижен. Остается 3-й уровень. Напоминаю, что в первом спортивном максимальный уровень, который можно получить, это 3-й. Ну, единственное, что, конечно, эти твизлы не получают серьезных плюсов, но главное, что базовая стоимость элемента сохранена, в минус не уходит, и это уже радует. Евдокия Каримова и Николай Никитенко за производный танец набирают 48,46 балла. Последний танец 104,46 балла. Текущее первое место. Ну что ж, мы поздравляем спортсменов с тем, что они получили, во-первых, свой сезон Best, и, во-вторых, на данный момент лидирующую позицию. Московская академия фигурного катания на коньках. Ну что ж, а ученики Сергея Мозгова уже на льду и будут выступать под саундтрек к фильму «Отель Гранд Будапешт».
что ж, очень интересная постановка и музыкальный выбор. Единственное, конечно, пока что в силу нескатанности и некоторой неопытности появляются ошибки, но это все со временем проходит, это все накатывается. Из таких основных, конечно, срывов нельзя не заметить было, что партнер не смог сразу взять ногу в твизле, из-за этого качнулся, но между тем хочется отметить, что он не позволил себе сорвать элемент до конца и все равно по итогу подтянул ногу, схватил ее и доделал твизлы. Да, разумеется, уровни будут немножко потеряны, но между тем это не прям полный срыв элемента, что очень важно. Вот нам сейчас как раз таки на замедленном повторе показывают твизлы, то есть немножко, да, там повело, но это ничего страшного. Все остальное сделано очень даже неплохо. Единственное, была небольшая потеря уровня на вращение, но это тоже все со временем, количество оборотов учится считать более четко, более активно принимать позиции, потому что часто бывает, что очень долго досаживаются спортсмены или очень долго поднимают ногу в либелу, из-за этого как бы в позиции стоят долго, но по факту еще положение не принято. Отличные хореоэлементы, и в целом постановка очень интересная. И мне кажется, у ребят в целом основная задача была на этот турнир заявить о себе, потому что, конечно, когда вы катаетесь всего 2 недели вместе, о каких-то серьезных результатах говорить сложно. В целом, то, что они собрали произвольную программу и смогли показать ее нам в таком достаточно приличном виде, это уже большое достижение. За что им, конечно, мы говорим огромное спасибо. Маркутов за произвольный теннис набирают 44,93 балла. По сумме трех танцев 102,14 балла. На данный момент это второе место. Ну и смотрите, несмотря на 3-е место в произвольном танце, остаются они на 2-й позиции с очень даже неплохими баллами, набрав больше 100. На старт приглашаются Софья Кутловаева, Герман Степашов, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну что ж, ученики из группы Александра Жулина на льду, Алексей Сидников за бортом аплодирует и поддерживает своих спортсменов. Ну и мы желаем им чистого проката.
Ну что ж, очень яркое выступление, нравятся мне эти спортсмены, и, конечно же, за счет своей танцевальности в основном, потому что партнерша чувствует себя на льду просто как рыба в воде и буквально не переживает ни из-за одного элемента, идет очень уверенно во все, классно работает сама в поддержках, и мне кажется, конечно же, когда девочка себя так легко и воздушно чувствует на льду, это также и заслуга партнера, который дает ей вот эту вот уверенность, которая всегда для нее является четкой опорой, и в целом, мне кажется, получился очень гармоничный дуэт. Классная постановка, очень хороший темп, очень много танцевальных интересных моментов. Артистические ребята отыгрывают просто прекрасно. Может быть, на камере это не так видно, но вживую энергетика от ребят очень крутая исходит. Неплохо по элементам, только был, немножко потеря уровня у девочки на твизлах была, но в целом все остальное исполнено очень даже достойно. Дорожка шагов у партнерши на второй уровень, у партнера пока что, к сожалению, только на первый, но ничего, еще времени для того, чтобы накатать дорожки, будет предостаточно у этих спортсменов. Самое главное, что уже сейчас они чувствуют друг друга, уже умеют кататься на хорошей скорости, хорошо взаимодействовать, много акробатических интересных находок и в целом чувствуют музыку, чувствуют темп и в ритм, и в обязательном танце, извините, пожалуйста, и в произвольном чувствуют себя просто невероятно уверенно на льду. Мне кажется, это одно из самых важных моментов в первом спортивном, когда спортсмены не пробуют себя на льду, а именно прям выходят и делают свою работу. Софья Николаева первенство по шоу за производный танец набирает 49,14 балла. По основе трех танцев 109,16 балла. Текущее первое место. Ну и, конечно же, это первое место на данный момент, оно и понятно, но у нас на льду остается последняя пара из этой На старт разминки. приглашаются Олеся Капитонова, Владислав Резников, Московская академия фигурного катания на коньках. Ученики Елены Масленниковой покажут нам очень интересную, красивую, страстную историю в произвольном танце. Ну а мы будем надеяться, что у них все получится.
Ну что ж, очень эффектное выступление, классный произвольный танец. И мне кажется, эти спортсмены намного увереннее себя чувствуют в произвольном танце, чем в обязательных, потому что здесь, несмотря на то, что очень взрослый образ у ребят, а, катают они его настолько уверенно, не сомневаются ни в едином движении. И хочется отметить саму постановку, как много мелкой хореографии, четкой, которую ребята показывают, и справляются с ней в достаточно быстром темпе. И как кульминация всей программы, хореографическая дорожка в самом конце от борта до борта, вот там как раз-таки невероятное количество мелких, четких движений, все параллельно, все вместе, на хорошей скорости и с четкими позициями. Это вызывает уважение, что ребята так много работают над этой четкостью. И даже вот мы видим в серии твизлов очень много между самими твизлами таких хореографических мелких находок. Конечно же, это опытный дуэт, катаются они вместе давно, уже успели выступать на множестве стартов, и вот также в этом сезоне выступали. В произвольном танце их лучший результат был на турнире на призы президентов ФКМ 53,6. Посмотрим, получится ли у них добиться сейчас такого же успеха. Но вот из лучших их результатов в целом по сезону занимали 4-е место на мемориале Рабер, 6-е место на первенстве Москвы. Ну а в прошлом сезоне, кстати, на первенстве Москвы они были 8-ми, то есть неплохо поднялись уже на 2 позиции. И мы видим, что очень сильно набирает этот дуэт. По уровням пока что горит все 3-го, кроме дорожки шагов. У партнерши стоит 2-й уровень, у партнера 1-й. Ну, действительно, девочка очень четко выделала чиктаву и крюк. И, может быть, или твизл, к примеру, можно взять эти шаги. Они были выполнены достаточно неплохо. Ровно балла им не хватает для получения Season Best, но для того, чтобы остаться на 1-й позиции на данный момент, им всего хватает. А на льду у нас уже находится следующая разминка чуть более сильных дуэтов, которые в день обязательных танцев выступили более уверенно и более убедительно. На этой разминке у нас находится Пунегова Полина, Кашубин Дмитрий. Вот нам сейчас и объявят. Александра Васильева, Максим Сидько, Арина Новикова, Илья Монокранц, Алиса Кремер, Илья Занковский, Анастасия Дмитрова, Илья Павлина. Ну что ж, когда мы ознакомились с составом, давайте перейдем по отдельности к каждому дуэту. Пунегова Полина, Дмитрий Кашубин, 13 лет партнерши, 14 лет партнеру, тренируются они в Сокольниках. Наставники их Екатерина Рублева, Шефер Иван. И за 2 обязательных танца набрали они 68,41. Буквально недавно выступали они на турнире «Жигули» по первому спортивному разряду, где заняли 4-е место, набрав по паттерн танцах 33-36, соответственно, а в произвольном танце набрали они 56-55, что на данный момент для них является season best. Последний раз к таким баллам они приближались на мемориале Рабер, где тоже было 56 в произвольном танце, и там они как раз-таки выиграли этот турнир. Также они были 3-ми на первенстве Москвы, где они в произвольном танце набрали 55 баллов. То есть мы видим, что этот дуэт в целом выступает очень стабильно и по количеству баллов, и по исполнению своих элементов. Ну и в прошлом сезоне они так на первенстве Москвы были 4-ми, то есть достаточно долго держатся они, можно сказать, в элите танцев первого спортивного. Посмотрим, как у них получится сегодня справиться со своими программами. Васнецова Александра Сидько Максим, 13 лет партнерша, 16 лет партнеру. Тренируются они также у Екатерины Рублева, Ивана Шефера в Сокольниках, 68,61 за обязательные танцы. «Осень» — это команда профессионалов, которая открывает путь к новым спортивным победам. «Осень» — ваш надежный партнер на пути к вершинам мастерства. Выступает
выступали они в этом сезоне тоже достаточно неплохо. 4-е место на призы президентов ФКМ, и там свой лучший сезон БЭС по произвольной 54-58. На первенстве Москвы они стали 5-ми, а на мемориале Рабер остановились в шаге от золота. Также очень сильный дуэт, который в обязательных танцах показал уверенное, мощное катание. Новикова Арина, Манапьян Илья, тоже суперопытный дуэт, который катается вместе достаточно долго, 13 лет партнершей и партнером. Также тренируются в группе Екатерина Рублева и Ивана Шефера. Из обязательных танцев в сумме набрали 71,31. Лучших результат в произвольном танце 57,6 на призы президентов ФКМ, где они выиграли бронзовую медаль. И недавно выступали на турнире «Жигули», где стали 7-ми. Ну, честно скажем, набрав там не самые лучшие свои баллы, 49 у них было в произвольной. Посмотрим, что же получится у ребят сегодня. А тем временем разминка окончена. Все пары покидают лед, остается на льду лишь один дуэт. Полина Пунегова, Дмитрий Кашубин. И получают последнее наставление своего тренерского штаба. На старт для исполнения произвольного танца приглашаются Полина Пунегова, Дмитрий Кашубин, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну что ж, отличное выступление. Наверное, только стоит отметить не самое уверенное исполнение тузлов партнерши. Все остальное было исполнено на отличном уровне. Хочется дополнительно отметить скорость, на которой катаются спортсмены.
очень легко набирают им скорость, буквально за 2 толчка, могут разогнаться. Это, конечно, очень важное качество для танцоров. Красивейший слайдинг, просто хореографическое скользящее движение выполнено прекрасно, опять же таки, на большой скорости, в очень эстетичных позициях. И хочется также отметить мальчика в поддержке, который выражает эмоции. То есть это не часто такое можно встретить, особенно в первом спортивном, когда партнер, исполняя поддержку, ну, не переживает за элемент, а прям отыгрывает, танцует. И вот даже вот здесь на повторе видим, прям вот вообще как будто ему это ничего не стоит, как будто это совершенно легкий элемент, где он вообще не напрягается. Ну, конечно же, это заслуга и партнерши, которая, значит, хорошо работает в этом элементе и снимает половину нагрузки с него. Ну и невозможно не отметить безумное количество находок в хореодорожке. Невероятно насыщенная хореографией, какими-то маленькими взаимодействиями, театральными такими отыгрываниями. Круто. Прям классно, что ребята в первом спортивном вот так вот развиваются именно в этом направлении и прям не боятся перед подъезжая с судьями в конце дорожки, прямо перед ними показывать танцы, не смущаются, наоборот, максимально раскрепощенно, чувствуют свою музыку и презентуют себя на высочайшем уровне. Мне очень понравилось это выступление, и скажу честно, пока что танцы первого спортивного очень сильно радуют. Даже не хочется обращать внимание на то, что иногда там не получаются у кого-то твизлы, у нас твизлы срывают олимпийские чемпионы, такое бывает, и тем более мы здесь видим, что каких-то глобальных срывов тем более нету. То есть какие-то небольшие качания, может быть, остановки во вращении, но это все с опытом нарабатывается. А вот то, что нельзя прям сильно наработать, это, конечно, чувство музыки. И вот здесь вот радует, что все ребята прям такие музыкальные и чувствуют абсолютно каждый такт и передают его через свое тело, что важно. Дмитрий Шубин самопроизвольный танец номера 51,2 балла. Пособие первых танцев 119,72 балла. На данный момент это первое место. В произвольном танце буквально балл уступают капитону Резнику из прошлой На разминки, старт но за счет приглашается хорошего разрыва Александр обеспечивают себе на Васильцева, данный момент лидирующую мастерство позицию. Московской академии фигурного катания на коньках. Еще один дуэт из группы Екатерины Рублевой находится на льду и очень стильный произвольный танец под California Dreaming.
Ну что ж, классное выступление, классная программа. И, конечно, отдельно благодарность мне за музыкальный выбор. Нравится мне эта музыка, конечно. И здорово, что ребята пробуют себя не самых типичных для первого спортивного музыкальных направлениях. Все было исполнено очень даже на хорошем уровне. И еще вчера в обязательном танце много раз обращала внимание на именно пластику рук у партнера, на то, какие они мягкие. И вот, мне кажется, в этом произвольном танце особенно раскрываются ребята. Классное взаимодействие у них между собой, что очень важно. И скажу честно, даже такое уже не первоспортивное, спокойно с таким катанием можно выходить в разряд КМС и бороться с другими парами. Потому что, мне кажется, несмотря на что на юный возраст партнерши всего 13 лет, партнеру 16, но ребята выглядят очень уверенными на льду и, мне кажется, спокойно могли бы навязать борьбу и в разряде постарше. Ну, что касается элементов, ты видела максимальный третий уровень, дорожка шагов на данный момент 2-2. Мне кажется, на данную секунду это лучшее исполнение дорожки, касаемо и партнера, и партнерши. Вращение и поддержка прекрасна, никаких вопросов не возникает. Единственное, что возникает вопрос пока что у технической бригады по хореографическому движению, которое было перед хореодорожкой последней. Думаю, скорее всего, считают количество секунд, которые ребята провели вот как раз в этом хореослайд, который мы сейчас видим на повторе. Пока что все в порядке, не обнуляют элемент, поэтому будем надеяться, что так и останется. Потому что выступление очень достойное, и если все хорошо, мне кажется, должны занимать сейчас лидирующую позицию эти спортсмены. 54 балла, 58 сотых. Их лучший результат на турнир на призы президента ФФКМ. Александру Сидорову 700 золотых производственных танец набирают 54,24 балла. Пособие трех танцев 121,85 балла. Текущее первое место. Ну что ж, да, действительно, лидирующую позицию они занимают, несмотря на то, что буквально соты не добрали до своего сезон-беста. Но еще один дуэт Екатерины Рублевой. Московская академия фигурного катания на коньках. Буквально не отходит тренерский штаб от бортика, но это и понятно, очень качественные пары создает. И вот пожелаем Арине и Илье хорошего чистого проката.
чудесная постановка. Непонятно, что ж там такого нагадала партнерша для Ильи, что он так расстроился в начале проката. Но самое главное, что сам прокат удался очень хорошо. И очень много хореографических таких нюансов, вписанных в эту программу. Хочется отметить, что по ходу всей программы были какие-то маленькие взаимодействия друг с другом, что делало программу цельной, заставляло нас видеть всю эту историю, переживать ее вместе с ребятами. Огромные молодцы, что уже вот в таком юном возрасте могут выкатывать не просто программу, а именно прям постановку. Мы можем проследить историю и сопереживать с этим персонажем. То, что касается элементов, все выполнено было отлично. Все на третий высочайший уровень. И ну вот только дорожки шагов второго, но это, скажу честно, очень хорошо. И даже на ревью не убирают никакие оценки, все остается как есть. И мне кажется, сейчас должны получить очень высокие баллы они за свое катание, потому что действительно прокат сегодня получился пока что на данный момент один из самых чистых. Напоминаю, что их лучший результат в произвольном танце был 57,6 на призыве президентов ФКМ. Там они также выступили в целом безошибочно, но сейчас, мне кажется, именно в компонентной части были намного лучше. Алина Новикова и Илья Матьян за произвольный танец набирают 59,83 балла. По сумме трех танцев 131,14 балла. Текущее первое место. Ну, почти 60 баллов в произвольной программе. Это очень серьезная заявка. Конечно же, первое место на данный момент. Но у нас на льду уже следующий дуэт. Илья Целковский. Московская академия фигурного катания на коньках. Спортсмены тренируются в группе Ксении Румянцевой и Екатерина Волобуева. Внимательно следит за своими спортсменами. Пожелаем им успешного проката.
что просто рассыпаюсь в комплиментах для этого дуэта, потому что у меня совершенно не было ощущения сейчас, что я смотрю первый спортивный разряд. Большая скорость, хорошее реберное катание, четкие доделанные линии, отличное взаимодействие в паре, много интересных хватов, сложнейшие элементы, невероятно красивый слайд в начале программы, прекрасно сделанная серия твизлов. Между твизлами успевали они еще заигрывать с судьями, показывать четкие точки. Прекрасно выполнена дорожка на хорошей скорости, четко. В общем, даже не знаю, придраться лично мне совершенно не к чему. Роскошная последняя поддержка, прекрасный шпагат партнерши, очень красивое положение у партнерши в заклоне во вращении. То есть видно, что у нее невероятная растяжка, прекрасная гибкость. И, конечно же, это очень важно в танцах на льду для девочки. И в целом хочется отметить, какая она мягкая, игривая, прям кошка на льду. У нее очень плавная спина, она очень хорошо работает корпусом. И, если честно, хочется мне за это похвалить партнера в том числе, потому что тоже очень четко он владеет своим телом. Все движения, все акценты показывают полную силу. 15 лет партнеру, 16 лет партнеру. Тренируются они в отделении «Хрустальный» у Румянцевой Ксении Екатерины Волобуевой. И их лучшие результаты в произвольном танце в первом спортивном разряде, наверное, 62 целых. Но я напомню, что они успели выступать в этом сезоне по разряду КМС на этапах Кубка России. И там они заняли 8-е и 10-е место, что очень даже достойно для ребят, которые катаются все еще по первому спортивному. Были они только что на турнире «Жигули», там они заняли 2-е место по первому спортивному разряду, и там произвольный танец у них был оценен 60,85. Алиса Кремер и Илья Цыковский за произвольный танец набирают 62,82 балла. По сумме трех танцев 137,34 балла. На данный момент это первое место. Ну и мы видим, конечно, сумасшедший отрыв, но хочется, конечно же, отметить, что у партнерши дорожка защитна 3-го уровня, как раз благодаря тем глубочайшим ребрам, о которых я говорила после проката. Московская академия фигурного катания. Ну и последний дуэт, действующий лидер на данный момент, также ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на льду.
что ж, отличное выступление, и вот, правда, не покидает меня по ощущению, что смотрю я не первый спортивный разряд совершенно. Уже такое взрослое катание, очень раскатистые дорожки, как будто прям, ну, поставлены на взрослых спортсменов, и ребята с ними справляются. Прекрасные элементы, очень красивое хореографическое вращение в самом начале. С кораблика такой заход, и дальше в очень необычном положении партнер вращает партнершу. В целом хочется отметить, что очень много нестандартных положений и необычных позиций ищут в целом в этом тренерском штабе и всегда находят. Чего только стоит, как минимум, программа Казанова, которую, я Объявляется думаю, технический знают перерыв все, и для представлять, кто ее подготовки исполняет, точно уж не надо. Ну, говоря об этом дуэте, очень сложная поддержка была исполнена по прямой вниз головой, дотянутая. И нравится мне, что нет у ребят мелочей. Совершенно, абсолютно каждое движение, оно что-то весит, оно что-то стоит. И буквально каждый взмах головой, кисти, свободной ноги, нет ничего оставленного на просто так. Все имеет смысл, все дотянуто, все доделано, каждый акцент, каждое движение. Отличная хореографическая дорожка, прекрасная скорость во вращении, что не часто можно встретить у первого спортивного. Ну и в целом хочется похвалить уровень общий, потому что сегодня вот не было ни единой большой серьезной ошибки, никаких падений. То же самое было и вчера в обязательном танце. То есть танцы у нас сейчас совершенно на высочайшем уровне, начиная с вот такого юного возраста. За 2 дня ни одной серьезной ошибки, и те срывы, которые были, они максимум были небольшие качания на твизлах, но, повторюсь, такие ошибки допускают и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, поэтому в целом здесь говорить-то о чем-то таком серьезных ошибках не приходится. Но также здесь партнерша получает 3-й уровень за дорожку. Ну и действительно это так, потому что, ну правда, дорожка сама по себе изначально поставлена, ну очень по-взрослому, с хорошими перехватами, с глубокими позициями. Анастасия упражнение нового произвольного танцора 65,82 балла. Последний танца 140,83 балла. По итогам Ну что ж, мы поздравляем. Они выигрывают этот турнир. Твердохлебова Павлинов первые, Кремер Целковский вторые и Новикова Монопьянц третьи. 2 пары из группы Ксении Румянцевой на первых 2 позициях и на 3-й позиции пара из группы Екатерины Рублевой. Спасибо большое, что были с вами. С нами до свидания. Впереди нас ждут выступления танцев на льду КМС и короткая программа «Женщин КМС».
Кубок Москвы по фигурному катанию на коньках. Сейчас произвольный танец представят танцевальные дуэты по программе «Кандидат в мастера спорта». Разрешена разминка для первой группы участников. На разминке находятся Кристина Тимон, Андрей Янкевич, Арина Песникова, Никита Вороженкин, Дарья Дрожина, Иван Зельнов, Арина Власова, Денис Горбушин, Кристина Ятара, Артем Камнев. Представляем официальных лиц, обслуживающих данный вид соревнований. Старший судья, судья номер 1, Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 2, Сергей Жирнов, Москва. Судья номер 3, Ирина Павлова, Москва. Судья номер 4, Дарья Ильхамова, Москва. Судья номер 5, Елена Наумова, Москва. Представляю вам техническую бригаду. Технический контролер Алла Шматцова, Москва. Технические специалисты Иван Ведеров, Москва. Елизавета Худовертлива, Москва. Здравствуйте, дорогие зрители! У нас уже с вами сегодня успел завершиться произвольный танец в первом спортивном разряде, но на льду у нас уже идет в самом разгаре разминка для произвольного танца по разряду КМС. Быстренько представим всех участников. Типун Кристина Ганкевич, Андрей, 15 лет, партнерша, 17 лет, партнеру. Тренируются они у Елены Масленниковой. В ритмическом танце были достаточно убедительно, но, к сожалению, серия квизов оставляла желать лучшего, поэтому самый лучший балл для себя набрать спортсмены не смогли. Арина Пехтелева, Никита Ворожейкин. Тренируются они в группе Елены Кустаровой, Светланы Алексеевой, 16 лет партнерши, 17 лет партнеру. Выступили они в ритмическом танце относительно неплохо, но, к сожалению, также до больших баллов дотянуться не получилось. Дрожина Дарья, Иван Тельнов, 16 лет партнерши, 19 лет партнеру, тренируется у Екатерины Рублевой, Ивана Шефера. И, конечно же, это удивительно видеть эту пару в слабейшей разминке на данный момент. Объясняется это тем, что вчера, к сожалению, во время исполнения серии квизов Дарья умудрилась аж дважды упасть на этом элементе, и, к сожалению, большие минуса получили, 2 дедакшена, ну и, конечно же, в компонентной части немножко пострадала программа, поэтому совсем маленькие баллы для себя набрали, хотя, конечно, мы знаем, что этот дуэт один из сильнейших на данный момент в целом в юниорской сборной. Власова Арина, Горбушин Денис выйдут на лед после них. 16 лет партнерши, 17 лет партнеры. Тренируются они в группе Ирина Жук, Александра Свинина. Выступили они в ритмическом танце достаточно неплохо. Мы слышим, что кто-то пока что не успел донести музыку, к сожалению. Надеюсь, к выступлению все будет в порядке. После Власовой Арины и Горбушина Дениса на лед выходят Кристина Ятара, Артем Гаманов, которые закрывают эту разминку. Тренируются они также в штабе Елены Кустаровой, Светланы Алексеевой. И выступили в ритме танца достаточно неплохо для себя. Это второй турнир, наверное, совместно для этой пары такой серьезный. Выступали недавно на соревнованиях в «Жигули», где стали третьи. Их произвольные танцы набрали 78 баллов. Посмотрим, насколько получится у них сегодня справиться со своим произвольным танцем, потому что достаточно серьезная конкуренция и очень высокий уровень на этом турнире. И, скажу честно, первый спортивный разряд задал очень высокую планку. Буквально ни единой серьезной ошибки, ни одного падения, ни одного срыва. Были лишь маленькие недочеты в сериях квизов. Все остальное было выполнено чисто. И хочется верить, что танцоры в разряде КМС поддержат своих младших товарищей и тоже покажут нам чистое, уверенное катание.
Тройка лидеров в танцах на льду в разряде КМС на данный момент у нас такая. Зоя Пестова, Сергей Лагутов на первой позиции, Анна Белибина, Дмитрий Кашаев на второй и Полина Жарова, Алексей Столяров на третьей позиции. У них 57 баллов. И 57 баллов также у следующего дуэта Евдокии Крючковой и Артема Мякишева. И также 57 баллов у Елизаветы Растиловой и Дениса Аура. Очень близко растают в баллах все друг от друга. Поэтому в произвольном танце сейчас будет все решаться. Малейшая ошибка и возможность потерять место или же наоборот подняться на позицию повыше. Ну что ж, спортсмены покидают лед, скажу честно, разминка выдалась не из самых спокойных, достаточно агрессивно спортсмены разминались, не всегда уступали друг другу, и случались некоторые моменты со срывами твизлов, но будем надеяться, что сейчас на льду все будет хорошо. Ну что ж, открывает эту разминку Кристина Типун, Андрей Ганкевич, и прямо сейчас они готовятся к выходу на лед. На старт для исполнения произвольного танца приглашается Кристина Типун, Андрей Ганкевич, Московская академия фигурного катания на коньках.
Что ж, немножко кажется, сейчас техническая панель может поставить в целом на пересмотр этот элемент, потому что необходимо минимум 2 секунды находиться в положении поддержки, а она и так была в целом очень короткая и может вообще в целом быть не засчитан элемент по итогу. Также было достаточно серьезное расхождение на серии твизлов. У партнерши и на первом твизле немножко отстала от партнера, и, к сожалению, на втором случилась такая же ситуация. Но хочется отметить, что их товарищ по команде Олеся Капитонова, которая только что выступала в первом спортивном разряде достаточно успешно, весь прокат стояла у бортика, очень переживала и громко-громко поддерживала своих друзей. Ну, будем надеяться, что эта поддержка им помогла, чтобы доехать этот прокат более-менее неплохо, но, конечно, вот эти 2 серьезные ошибки очень испортили впечатление. Отличные поддержки были выполнены прекрасно. Первая поддержка в сложном положении партнера на одной ноге стационарная. Поддержка в кораблике по прямой была выполнена очень хорошо, на хорошей скорости. Немножко не хватает как будто бы уверенности. Все есть у этих спортсменов, но немножко крадутся, они как будто переживают об элементах. Это, конечно, недопустимо. Нужно кататься наотмашь, особенно под такую музыку. Нужно прям каждое движение прочувствовать и не оставлять места для сомнений совершенно. Хорошее скоростное вращение с достаточно интересными позициями. Красивая позиция сидя с дотянутой такой длинной ногой партнерши. В целом такие высокие, длинные спортсмены. Очень красиво и амплитудно смотрятся на льду. Хочется вот просто больше уверенности в самих себе, чтобы прям катались и не возникало вопросов ни у них, ни у нас. Действительно, в хореографической поддержке пока что стоит восклицательный знак, что значит, что не все требования для элемента необходимые выполнены, а значит, элемент судейская бригада обязана минусовать. Он в целом конкретно, вот мы сейчас видим на повторе, был сорван этот элемент, был подпорчен выход, он и так бы пошел на минус, ну и с восклицательным знаком тем более еще в минус уйдет, к сожалению. Но хочется из хорошего отметить дорожку 3-го уровня у партнера. У него действительно очень неплохой конек, когда он его контролирует, и в целом выполнил очень даже неплохо. 115 баллов на данный момент. Сравнивать не с чем, потому что напоминаю, что ребята начало сезона пропустили из-за травмы. Ну а на льду у нас уже следующий дуэт, представляющий группу Светлана Алексеева и Елена Кустарова, Ирина Персилева, Никита Ворожейкин. И мы пожелаем им успешного проката.
отличное выступление, много интересных находок у этого дуэта нашла. Очень понравилось мне, как работают ребята со входом в поддержки, потому что и поддержка по прямой, которая была исполнена первым элементом, была очень эффектно исполнена и по смене позиции очень четким. И, что самое главное, очень легкий был заход, буквально взлетела на плечи партнера-партнерша. И, конечно же, это не могут не отметить и судьи, и такое нужно плюсовать. И далее и стационарная поддержка с такого проворота в самом низу, и сразу они оказываются уже в элементе, было незаметно, совершенно неожиданно. То есть вроде бы это так легко исполнено, но при этом, конечно же, на самом деле это очень сложно физически сделать, и они огромные молодцы, что вот так вот поработали над этими элементами. Классное вращение. Скоростное, с хорошими длинными широкими позициями. Прекрасная хореодорожка, четко исполнена, с хорошей экспрессией, скоростью и классными музыкальными акцентами. Наверное, единственное, что оставляет желать лучшего, это твизл. Особенно первый в исполнении партнера. Вот мы как раз сейчас увидим его в замедленном повторе. Видим, что у него очень низко свободная нога и немножко баланс смещен из-за этого. И уходит он практически на месте вращает этот твизл. С вторым твизлом никаких вопросов не было. Там было все исполнено параллельно, классно и на очень хорошей скорости. Хореографические элементы также были найдены очень интересные. И мне кажется, в целом для этого дуэта не так давно они катаются вместе. Это важно вот сейчас вот такой серьезный образ катать, справиться с ним. Потому что много интересных хватов. К примеру, последняя хореографическое вращение в таком сложном хвате, руки за спину, и это уже дает им возможность чуть лучше чувствовать друг друга, чувствовать партнера в конце проката, когда ты уже уставший, все равно держать натяжение. Вот это очень важно, с этим научиться справляться. И давайте мы вспомним об их лучших результатах в произвольном танце. Наверное, в этом сезоне правильнее назвать цифру 72, 25, которые не получили на турнире в «Жигули», а вообще в целом в прошлом сезоне уже произвольный танец набирали и 85. Произвольный танец набирают 78,57 балла. По сумме двух танцев 125,16 балла. Текущее первое место. Ну что ж, разумеется, первый на данный момент очень неплохо для себя набрали, но на льду у нас уже следующий дуэт. На старт приглашается Дарья Дружина и Иван Цветнов. Московской академии фигурного катания на коньках. Эти спортсмены из группы Екатерины Рублевой должны сейчас, конечно же, заметно подняться повыше, потому что в целом нахождение в этой разминке большая неожиданность.
что ж, постановки Сергея Плюшкина всегда выделяются, и кому-то они могут нравиться, кому-то могут не нравиться, но это всегда такая маленькая история, маленький спектакль, в котором остается всегда много пространства для того, чтобы додумать, поразмыслить. И вот такое всегда интересное послевкусие после проката его программы остается. Ну и, конечно, мне кажется, что Дарья Дрожина и Иван Теленов — это именно те спортсмены, с которыми может потенциал постановщик раскрываться в полной мере. Вот попали они друг в друга, спортсмены-постановщики, и невероятная постановка, очень сложная, называется программа «Соседи». Кому интересно, обязательно прочитайте, что сам Сергей Гаврилов, что он заложил в эту программу. Очень интересно, очень глубоко. И, конечно же, что хочется, самое главное, поздравить ребят с тем, что получился чистый прокат. Потому что было видно, как Дарья перед визлами нервничала. Вчера были допущены серьезные ошибки. Сегодня, несмотря на то, что не был один уровень был потерян, но это, конечно же, несравненно лучше. И в целом, ну, это очень классная пара, очень сильная. У них много невероятных деталей в программе. Ее можно замедленно рассматривать множество раз. Как минимум, начало дорожки. Партнерша делает крюк, а партнер в таком широком раскатистом кораблике объезжает ее. Такое не часто увидишь, и вот эти вот все детали, чтобы разглядеть, нужно посмотреть, скажу честно, не один прокат. Очень много работы головой, очень много работы корпусом, кистями и буквально пальцами. И очень много деталей, актерского мастерства и души вложено в эту постановку и, конечно же, в исполнение. Тут большое спасибо и тренерскому штабу, и самим ребятам за то, что они делают, из сезона в сезон показывают такие интересные программы. Дарья Дрожина и Иван Теленов за произвольный танец набирают 95,45 балла. По сумме двух танцев 143,32 балла. На данный момент это первое место. Ну и помимо того, что на данный момент это первое место, также это и лучший результат сезона. На этапах Гран-при набирали чуть-чуть меньше. Алина Власова, Денис Горбушин. Московская академия фигурного катания на коньках. Арина Власова, Денис Горбушин на льду. Представляют они группу Ирина Жук, и нас ожидает цыганочка.
что ж, очень красивая цыганка заворожила нас сегодня своим катанием вместе со своим партнером. Но, к сожалению, случилась такая досадная ошибка на твизлах и у партнера, и у партнерши. Сначала партнер не взял ногу, и, мне кажется, партнерша увидела, и в этот момент потеряла концентрацию, и второй твизл тоже получился под срыв. Но, между тем, прекрасная постановка, яркая, бодрая. Немножко не хватило мне скорости в этой программе, потому что музыка прямо уносится вперед, и хотелось бы, чтобы этот темп и в катании тоже был. Но, между тем, очень много интересных находок. К примеру, конец хореодорожки прямо под бортом. Очень креативное такое движение, где партнер взял партнершу за ногу и начал раскручивать. Она в прогибе на льду. Скажу честно, не часто такое увидишь. Вот как раз таки нам на повторе сейчас показывают твизлы. То есть партнер сначала взял ногу, потом отпустил, пытался ее поймать, и все уже. Ну и дальше партнершу занесло, чуть-чуть наклонила на корпус и полностью потеряла равновесие. Конечно, на твизлах они сейчас много баллов потеряют, скажем честно. Нельзя себе позволять допускать таких ошибок. Вращение было исполнено отлично, поддержки были исполнены хорошо. Может быть, вот только последние поддержки хотелось бы чуть больше вращательной скорости. Нисколько это не влияло бы на уровень. Именно для восприятия, для конца программы вот этого вот напора немножко не хватило. Да, твизлы уходят на вторые уровни. Блок на одной ноге, хочется отметить, у девочки на третий уровень. Пока что стоит, что достаточно серьезная заявка, потому что блок на одной ноге – это сложнейший элемент, показывающий индивидуальное мастерство каждого спортсмена. И на уровне КМС очень сложно выкатывать эти элементы на максимальный уровень. И здесь прям все было выполнено неплохо. Дорожка шагов тоже стоит не самым наихудшим уровнем, второй и первый. Ну и в целом все хореографические элементы были также очень в образе программы. Нравится мне, что даже несмотря на ошибку, эти спортсмены продолжили именно отыгрывать свою программу, оттанцовывать и держать нас вот в этом напряжении. Хорошая постановка. Жаль, что сегодня, к сожалению, была она омрачена так немножко некоторыми неприятными ошибками. Лучший результат за произвольный танец был на первенстве Москвы, 82 балла. Ну что ж, посмотрим, сколько будет сейчас. Не готовы пока что оценки для этого спортивного дуэта. Идет пока что еще пересмотр. Да, к сожалению, сорванные твизлы не позволили им остаться на своей лидирующей позиции и немножко откатились. И по произвольному Кристина Итара, Артем Гаунов, Московская академия фигурного катания на коньках. Кристина Итара и Артем Гуманов закрывают эту разминку, тренируются на группе Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой. И пожелаем им успешного проката.
вполне себе неплохо. Боролся наш противник на разминке Артем с твизлами. Сейчас же этот элемент был исполнен достаточно неплохо. Может быть, там немножко он уровень не потерял, но на разминке это было прям совсем со срывом. Здесь справился с нервами. И, мне кажется, очень серьезную и сложную задачу для себя поставили спортсмены вместе со своим тренерским штабом. Музыкальная композиция сама по себе очень сложная. Такая музыка, за которой не спрячешься. То есть нужно своим катанием и своим танцем полностью перетягивать на себя внимание, потому что такое акустическое звучание трека «Бета» в кавере от Билли Айлиш достаточно непросто это откатать так, чтобы не потерять внимание зрителя, чтобы держать его в напряжении. И мне кажется, вот в конце краски программы уже немножко чуть-чуть сдали ребята, но я объясню это тем, что очень сложный сезон у них выдался, встали они в пару в межсезонье летом, не так много успели потренироваться, и у партнерши случилось достаточно серьезная травма, из-за которой она выпала из спортивной подготовки на пару месяцев, и только потом они заново начали кататься. То есть по факту не так много времени у них было для того, чтобы в целом скататься, и ритм танец выглядел уже очень убедительно. Произвольная пока что еще не так, скажем, сияет и блестит, но между тем тоже без каких-то грубых серьезных ошибок. Все поддержки 4-го уровня, вращение 4-го, и более того и твизлы с 4-го уровня, просто не на самый большой плюс. Дорожка шагов на 2-е уровни, как и блок на одной ноге, то есть достаточно технично спортсмены исполняли эти элементы. Ну и я думаю, сейчас должны набрать очень даже неплохие баллы, потому что в целом выступили очень даже достойно. Напомню также, что они буквально еще несколько дней назад выступали в Тольятти на турнире «Жигули», и это также может сказаться на функциональной подготовке, что немножко устали. Это совершенно нормально. Там они в произвольном танце набрали 78,39. Сейчас мы узнаем, смогут ли они дотянуть до этого результата сегодня. Ну что ж, до своего сезон-беста они не дотягиваются, но между тем остаются на достаточно высокой позиции. Совершенно логично, что Дарья Дрожжина и Иван Тельнов пока что остаются выше них, но всех остальных соперников они обходят. На развилке находятся Влада Берникова, Матвей Шипилов, Наталья Лаврутова, Николай Дубинин, Софья Рычинова, Александр Сенцов, Софья Кравчук, Максим Полторак, Таиса Мусурова и Иван Цветочников. Ну что ж, у нас на льду предпоследняя группа танцев на льду. Очень интересно посмотреть, потому что напомню, что по результатам ритм танца 57 баллов у нас и у спортсменов, которые на 3-й позиции, на 4-й и на 5-й. И также буквально в бале от них находится и Таисия Мусурова, Иван Тертышников, который будет закрывать эту разминку. И также в бале от них находится еще Софья Кравчак и Максим Полторак, который будет выступать предпоследний. То есть буквально с этой разминки, возможно, будет решаться судьба призовой тройки. Ну, а теперь давайте о каждом дуэте по отдельности. Берникова, Влада, Шипилов, Матвей. Тренируются они в группе Анжелики Крыловой. 17 лет партнерша, 16 лет партнеру. Успели они выступить на этапе Гран-при. Это был мемориал Горшкова, 5-й этап. И также у них был этап в Красноярске, 3-й этап. За произвольный танец лучший результат у них был как раз-таки в Москве. 80,4. А вот на этапе в Красноярске буквально балл они дотянули до этого результата, то есть плюс-минус в 80 они в произвольной программе остаются. Вот столько же они набрали и на первенстве Москвы, где стали 12-ми, там у них было также 80 баллов 40 сотых. После них на лед выйдут Лагутова Наталья, Дубинин Николай.
Для меня, скажу честно, открытие эта пара. Мне кажется, в целом они не так часто выступали. Если выступали, то не на достаточно крупных турнирах, чтобы я за ними следила. Но то, что касается вчера их исполнения ритм танца, это было очень убедительно, на хорошей скорости и очень достойно. Все было выполнено достаточно технично, на хорошие уровни и хорошие плюсы. Это позволило им так высоко подняться в турнирной табличке, несмотря на отсутствие такового большого соревновательного опыта. 18 лет партнерша, 18 лет партнеру, и тренирует их штаб, тот же самый, что и тренирует брата Наталья, это Ирина Жук, Свинин Александр и Анастасия Шпилевая, Александр Вахнов. Гончарова Софья Сенцов, Александр выйдут на лед после них. 15 лет партнершу, 16 лет партнеру. Выступают они под руководством Анжелики Крыловой. И в этом сезоне они также успели выступить на этапах Гран-при. 7-е места они на них заняли. Красноярье, Звездные магнитки. В произвольных программах там они набрали и на одном, и на другом этапе 84 балла. Вот что называется стабильность. Но их лучший результат был на турнире Панина Коломенкина. Там они набрали 90 баллов целых. Но мы прекрасно понимаем, что судейство на этапах и на других турнирах совершенно отличается. Ну и хочется отметить, что на первенстве Москвы, которое было в начале сезона, где они заняли 11 место, они также набирали 84, так что вот основная отметка этого дуэта 84 балла, на них, наверное, мы и будем ориентироваться, потому что 3 раза за сезон они получали эту оценку. Горобчак Софья, Полторак Максим выйдут на лед за ними, предпоследним этой разминки. 14 лет партнер, 16 лет партнера. Напоминаю, что они только вышли из первого спортивного разряда в этом сезоне. Это их первый разряд на юниорском уровне, и в целом очень достойно они выступают. 7-е место на 3-м этапе Гран-при Идель и 5-е место на Гран-при Лед мечты. То есть 5-е место очень достойно, и там они свой получили сезон бест в произвольном танце 87 баллов. И в целом на этом уровне они набирают. На первенстве Москвы у них было 86, там они стали 5-ми и выиграли мемориал Радар в этом году также. Ну и закрывать эту разминку будет Мусорова Таиса и Тартышников Иван, 15 лет партнерша, 17 лет партнеру. Выступали недавно на турнире «Жигули», наворотили там непонятно чего, поэтому на эти результаты мы точно ориентироваться не будем, там они стали 5-ми. А вот на этапах Гран-при были 6-е и 8-е. И лучший их результат на этапах был 83 балла, а на первенстве Москвы 87 баллов, где они стали 6-ми. Вот примерно в таких баллах сегодня в этой разминке будут участники, скорее всего, распределиться, но это, конечно, все будет зависеть от проката. Нравится мне, что вот такая вот яркая, пестрая разминка. Сразу видно, нас ожидают совершенно разные по настроению программы. Разминка окончена, а мы желаем всем спортсменам чистого проката. Ну и, конечно же, в первую очередь Владе Бердникову и Матвею Шипилову, которые будут открывать эту разминку. На старт для исполнения произвольного танца приглашаются Влада Бердникова, Матвей Шипилов, Московская академия фигурного катания в коньках.
Ну что ж, к сожалению, получилось так, что не совсем справились с прокатом ребята. И смотрю сейчас на Владу, создаю впечатление, как будто что-то прям совсем пошло не так. Может быть, какая-то травма беспокоит, еще что-то. Потому что прям уж совсем расстроена выглядит спортсменка. Ошибок было-то не так много, просто очень сильно вдвоем ошиблись на твизле. Да, помогает партнеру прям выйти, партнершу со льда. Видимо, все-таки какая-то проблема со здоровьем, скорее всего, у партнерши. Что-то не так. Мы желаем, конечно же, скорейшего восстановления. Потому что прям очень тяжело выходит она со льда. Ну что ж, вернемся к прокату. Первое вращение, которое было в начале программы, исполнено отлично, на 4-й уровень, на хорошей скорости, с классными позициями. Серия твизлов. Первый твизл был исполнен хорошо, а на второй прям оба партнера пошли как будто бы не туда, совершенно не в том направлении. И партнер прям уж совсем сорвал, а у партнерши немножко покачнуло. Поддержка комбинированная была исполнена очень даже достойно. Блок на одной ноге был немножко дерганым, скажу честно, прямо передо мной его делали спортсмены, и вот даже сейчас на замедленном повторе видно, что немножко раскачивались они на опорной ноге, из-за этого и перетяжки делали, вместо того, чтобы выделывать четкие сложные повороты. Дорожка у них была исполнена достаточно неплохо, там они уже чуть больше вкатались и так сильно не дергались, но все равно по уровням не самым лучшим образом. Влада Мерникова, Матвей Шипилов за произвольный танец набирают 73,44 балла. По сумме двух танцев 124,59 балла. На данный момент это 4-е место. Да, к сожалению, в совокупности всех этих ошибок они опускаются значительно ниже На старт приглашаются Наталья Лагутова и Николай Доминин. Айскул. Но у нас на льду Наталья Лагутова и Николай Дубинин, и мы желаем им справиться со своим произвольным танцем.
какое классное прочтение La La Land мы сейчас увидели в исполнении этого дуэта. Очень достойное катание. И сразу вот есть несколько нюансов положительных, которые хочется отметить. Как минимум, это прекрасное вращение в самом начале программы на отличной скорости, особенно первое положение партнера, где у него были коленка выше поднято, чем бедро, и партнерша очень активно задает темп, и прям на хорошей скорости они вращались, что не часто встречается. Ну а дальше просто роскошный музыкальный въезд твизла. Прекрасно попадают с таких некоторых серий подпрыжек в первый твизл, четко музыкальный акцент, и сами твизлы на большой скорости параллельно выполнены просто замечательно. Вот как раз эта позиция, даже в замедленном повторе, она выглядит достаточно динамично. А после твизлов была прекрасная поддержка комбинированная, и на этой поддержке они проехали буквально целый круг. Вот мы видим подпрыжку, с которой они вошли в твизл, очень даже неплохо, на большой скорости. И вот такое вот яркое соединение между твизлами. Сами твизлы были выполнены очень динамично. А поддержка, которая была выполнена сразу после твизлов, вот она нам ее тоже сейчас показывает на экране. Казалось бы, очень простые положения, но та скорость, на которой это было исполнено, то есть всю арену прямо обкатили. Очень здорово. Поддержка такой встречается не часто. И это хорошая находка. И в рисунке программы это легло органично. И в целом по исполнению было здорово. А дорожки они получают 3-2 уровень. И блок на одной ноге 2-2. И в целом мы видим по тому, какие уровни и плюсы они получают от судей, что эта пара в скором времени будет навязывать просто очень серьезную борьбу. Наталья Лагутова, Николай Двинин за произвольный танец номер 83,18 балла. По особенных танцев 135,32 балла. На данный момент это второе место. На 10 баллов они обходят своих ближайших соперников. Ну и, конечно же, уступают Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову. Это понятно, я думаю, они долго еще будут сохранять свою лидерство. Московская академия фигурного катания на коньках. Ну что ж, у нас с индийским танцем пара из группы Анжелики Крыловой.
Что ж, очень яркая постановка, хорошее выступление. Единственный прям явный срыв был это выход из вращения. Я полагаю, там должен был быть сложный выход, но что-то с хватами пошло не по плану. Как будто бы партнер не успел схватить за ногу партнершу, и, к сожалению, вращение из-за этого, скорее всего, упадет на уровень пониже, чем запланировано. Потому что, конечно, вращение поддержки и твизлы всегда должны быть на 4-й уровень. То есть дорожки, понятное дело, блок на одной ноге. Это те элементы, с которыми справиться намного сложнее технично, а вот вращение – это тот элемент, на котором терять, конечно же, нельзя. Очень интересная в целом постановка, хореографическая дорожка просто выше всяких похвал, много четких танцевальных движений, очень аутентичные костюмы, и образ в целом получается читаемый, яркий и, конечно же, понятный. Положения в поддержках все, конечно же, тоже в стиле танца. И много хореографии руками, стилизованной под индийский танец, что тоже хорошо. И самое главное, это не только у партнерши, но и у партнера. У него очень такие живые танцевальные кисти, которыми в дорожке шагов он активно работал. И на многих транзишенах не забывал про свободные руки. Вот мы видим как раз-таки вращение. Не показали нам, к сожалению, что же конкретно случилось на выходе, но там явно было что-то не так, потому что и сами спортсмены растерялись, и сразу элемент был поставлен на ревью. А вот на повторах у нас идет хореографическая дорожка, в которой точно никаких вопросов быть не может. Следующий номер за позицию за произвольный танец набирают 80,16 балла. По сумме двух танцев 134,29 балла. На данный момент это третье место. Что ж, очень много они не добирают до своего сезон беста, и в целом до своего среднего результата 4 балла им тоже не хватает. Ну а теперь ученики Светланы Алексеевны и Елены Кострова на льду и представят нам свое прочтение истории Бонни и Клайда.
Ну что ж, очень классное выступление, наверное, спустя стольких прокатов, где были маленькие, но по марке постоянно, мы наконец-таки видим чистый прокат. Ребята огромные молодцы. Напоминаю, что это самые младшие участники этой разминки. Совсем недавно еще выступали в первом спортивном разряде, сейчас вот в КМСах и выступают очень уверенно, очень классно. Стильная постановка, стильные костюмы, образ читаемый просто с первых секунд, очень задорно и ярко. Прекрасное взаимодействие между собой и судейской бригадой на хореографической дорожке. Отыграли прям по-настоящему, прочувствовали своих персонажей. Классная вот эта поддержка, которую нам показывают на повторе. Очень резкий вход, четкие, легкие летящие положения. Прекрасное вращение было исполнено, очень много интересных там позиций, классная смена через прыжок. И в целом скорость вращения тоже очень высокая. Очень уверенно они шли и по дорожкам. И единственное, за что мне вот хочется поругать их, ребята, не нужно бояться твизлов. Идите в них активнее. Вы прям подъезжаете к ним, и видно страх в глазах. Не надо, вы все умеете, все есть, все классно. То есть прям было видно, что немножко боятся этого элемента спортсмена. Но ничего, с возрастом все придет. Но вот в целом настроение, конечно, прекрасное. При том, что твизлы пока что стоят на 4-й уровень, с ними они справились, но, к сожалению, надбавки не такие большие, потому что вот нет вот этой скорости, наглости и напора в этом элементе, к сожалению, пока что. Но, между тем, конечно, выступление замечательное. Софья Прошев, Максим Таран за произвольный танец набирают 81,86 балла. По основе двух танцев 137,26 балла. На данный момент это второе место. Ну что ж, 137 это очень достойный результат, и то, что они сохраняют за собой лидерство среди своих ближайших соперников, это очевидно. Московской академии фигурного катания на коньках. Но это и Самосуров Иван Крикушников сейчас попытаются навязать борьбу, возможно, даже за тройку лучших.
Ну что ж, вот такой у нас прокат получился. К сожалению, мне кажется, с срывом на твизлах у партнера побороться, конечно, за призовые места сегодня будет сложно. Потому что Дрожжин и Тельнов вернулись на свои позиции, конечно же, претендуют, разумеется, на тройку лучших, а здесь был, конечно, явный прям срыв на твизле. Очень жаль, потому что пара очень интересная, приятная и очень сильно прогрессирует по ходу сезона. Ну вот, к сожалению, с нервами не всегда пока что получается справляться. Интересные поддержки, очень легкие, воздушные, хорошая работа партнерши в этих поддержках. Она их также очень эмоционально обыгрывает, все движения. Но вот, конечно, твизлы, да, твизлы нужно делать, это большая проблема и сложная задача, конечно. Объявляется технический перерыв для подготовки Все поддержки выполнены на 4 уровень. Вот мы видим партнера, конечно, прям сильно занесло, вообще не проконтролировал. Ну, что поделать, тоже с опытом придет. Вращение выполнено на 4 уровень. Блок на одной ноге сейчас находится на пересмотре. Изначально оставили 3-й уровень партнерши, 2-й партнеру. Посмотрим, сохранится ли это до выставления итоговых оценок. Также дорожка шагов 2-2, что тоже очень достойно. Вот, получается, только с твизлами была основная ошибка. Ну, хочется отметить, наверное, хорошие стороны, очаровательная постановка и эмоциональную включенность ребят на протяжении всей программы. Так легко, воздушно и непринужденно они исполняют все элементы. И вот всегда, конечно, обидно, когда вот вроде бы все есть, но вот такая мелкая помарка, да еще и в самом начале проката, и, к сожалению, ты понимаешь дальше уже, что ты много потерял уже буквально на первом элементе. Но нужно не сдаваться и на всех следующих элементах пытаться добрать максимум, что сегодня ребята и делали. Для лидерства им необходимо 87 баллов, а чтобы оказаться на второй позиции, им достаточно будет 81 балла 15 сотых. Таиса Кускова и Иван Тишко за производный танец набирают 81,60 балла. Басова 15, 138,73 балла. На данный момент второе место. То, что такой результат у нас после 2 разминок. Впереди нас ожидает подготовка льда и обязательно разминка сильнейших.
по итогу расставят всех дуэтов, потому что, к примеру, на этапах Гран-при Анна с Дмитрием занимали 2-е и 4-е места, а Зоя Пестова и Сергей Лагутов, которые выступят после них на своих этапах Гран-при, получили 1-е и 3-е места. В целом очень близки по результатам спортсмены по ходу сезона. Единственное, что может быть в баллах, есть небольшая разница. Внимание, идет последняя минута разминки. Федерация фигурного катания на коньках города Москвы благодарит генерального партнера компанию «Осей». «Осей» – это команда профессионалов, которая открывает путь к новым спортивным победам. «Осей» – ваш надежный партнер на пути к вершинам мастерства. Ну что ж, у нас остается меньше минуты до конца разминки. Разминка окончена. Вот она уже и заканчивается в целом. Спортсмены покидают лед. Я напомню, что на данный момент у нас такая тройка: Дрожжина, Тельнов, Мусуроид, Тертышников и Грабчак, Полтора. 143 балла у нас у лидирующей пары. И для ребят, которые будут выступать следующими, нужно набрать от 85, чтобы занять лидирующую позицию. На сцену для исполнения произвольного танца приглашаются Елизавета Растилова, Денис Аухов, Московская академия фигурного катания на коньках. Спортсмены Сергея Мозгова готовы открывать эту разминку, но мы готовы следить их очень красивым произвольным танцем.
Ну что же, к сожалению, опять мы не видим чистого проката. Видно, что идет серьезная борьба. Очень переживают спортсмены, и надо объяснить, что произошло. На смене во вращении парном танцевальном произошел сбой. Партнерша немножко потеряла баланс, равновесие, покачнулась, и из-за этого сейчас уровень вращения возможно слетит аж на 3 строчки, на до первого. Конечно же, этот элемент поставлен на пересмотр. Очень жаль, что так получилось, потому что по дорожкам шагов у этих спортсменов получаются 3-й уровни, блок на одной ноге 3-2, твизла 4-го. И казалось бы, что вот все отлично, и такая совершенно досадная ошибка на вращении и неожиданная. Прекрасные хореоэлементы, замечательная музыкальность у этих спортсменов. Хочется отметить, что Елизавета Растилова очень много уделяет времени танцам, в своих соцсетях делится постоянно своими видео с занятиями танцев. Прекрасная пластичная партнерша, растянутая, гибкая, воздушная, легкая, и такой статный, сильный, мощный партнер. Очень гармоничная пара, но вот, конечно же, нужно кататься чисто, потому что могли бы сейчас, я думаю, даже претендовать на свой сезон Best, но, к сожалению, вот вращение подвело. До 3-го уровня опускают его с 4-го. В целом это достаточно неплохо для того срыва, который был. Вот сейчас мы как раз видим на замеренном повторе. Перешагнула она на ногу, но конкретно прям потери веса не было. То есть, конечно, и судейская бригада должна отметить это вращение не самыми лучшими плюсами, но и потеряли уровень. Елизавета Растилова, Денис Алтуров за произвольный танец набирают 89,52 балла. По сумме двух танцев 146,87 балла. На данный момент это первое место. Хватает нам это для того, чтобы сохранить свое лидерство. Поздравляем ребят с этим, но на льду у нас уже следующая пара. Юлия Крючкова, Артем Якишев, Московская академия фигурного катания. Ученики Ирины Жук представят нам свой произвольный танец под музыку «Гори ясно» и «Калина Малина».
Ну, знаете, очень даже неплохая программа, очень интересная постановка, такая критичная немножко, вроде современный, народный танец есть, и немножко контемпа, и все это в одном, и так стильно, органично все переплетено, здорово. Здорово было бы все, если бы, опять же таки, не ошибка на твизлах. Сегодня твизлы прям в разряде КМС какой-то заколдованный элемент, и пока что далеко не все дуэты могут с ним справиться. Очень много ошибок на этом элементе по ходу соревнования идет, но сразу давайте лучше переключимся на хорошее. Вращение, с которого начиналась программа, выполнено прекрасно, на отличной скорости, с очень красивыми положениями. Прям прекрасные позиции занимают спортсмены, держат их с хорошим натяжением друг от друга. Серию твизлов мы уже обсудили, там была ошибка у партнера, завалила его, к сожалению, потерял уровни. Отличная была поддержка исполнена, комбинированная. Сначала по дуге с таким легким входом, буквально за секунду смена позиций. И дальше еще стационарная с очень красивым прогибом партнерши в положении Бильман. Видно, что партнерша очень растянутая, гибкая, что, конечно, тоже здорово. И если это есть, конечно же, это нужно обязательно показывать. Очень мне понравился конец программы из серии Assistant Jump хореографических, и потом хореографическая дорожка в конце. Все это было так цельно, все вместе. Вот мы видим как раз-таки серию твизла сейчас на повторе. Ну, второй действительно твизл не задался. Но ничего страшного, еще будет время это исправить. Выступали ребята по ходу сезона очень даже неплохо. Но думаю, что сейчас до своего лучшего результата сезона, конечно, будет дотянуться сложно. Блок на одной ноге 1-2 уровня, дорожка 2-2. Ну и, конечно же, вот те самые твизлы, за которые, к сожалению, и плюс не получает большой, и 2 уровня теряет партнер. Евдокия Крючкова, Артем Бекишев за произвольный танец набирают 81,21 балла. По сумме двух танцев 138,93 балла. На данный момент это третье место. Что ж, к сожалению, выбегают они из борьбы за бронзовую На медаль. старт приглашаются Полина Жарова, Алексей Столяров, Московская академия фигурного катания «Грека». Ну а теперь действующее третье место после ритмического танца. Ученики Светланы Алексеевой и Елены Кустарова на льду. И их прочтение «Мулен Руж». This story is about love. There was a boy, a very strange, enchanted man. They say he wandered very far,
изысканная постановка, прекрасная пара, очень вместе хорошо смотрится, при том, что катаются недавно совсем в паре, и уже так скатались, уже показывают такие хорошие результаты. Этот сезон для них первый на совместном пути. Но вот, к сожалению, снова вопрос квизлов, опять нечистый прокат, и Алексея немножко занесло, при том, что хотела отметить, что он очень сильно вырос за этот сезон и в плане эмоциональном, и в плане скольжения, намного увереннее стал скользить, вести партнершу. И Полина, конечно, тоже растет очень сильно, и как актриса на льду, потому что прекрасные взрослые образы так чувственно они передают и понимают, о чем катают спортсмены, самое главное, потому что часто бывает, что такая серьезная музыка может сработать не в пользу спортсмена, а наоборот его задавить и быть сильнее. Здесь же как раз таки такого не случилось, прокат был прекрасный, эмоционально ребята выкладывались полностью, и вот нельзя допускать ошибки. Единственное, что хочется сказать, и еще находит поддержку всего лишь третьего уровня техническая бригада. Полагаю, сложный выход там был точно, положение кораблика у партнера, возможно, что-то с положением партнерши было не так, может, по секундам чего-то не хватило. Но, к сожалению, вот здесь немножко потеряли и на, конечно же, серии квизов. При том, что дорожки стоят у партнера и у партнерши третьего уровня. Блок на одной ноге 3-2, третий у партнерши. И вращение четвертого, и вращательная поддержка последняя также стоит четвертого уровня. В общем, очень хороший, сильный прокат. И думаю, что даже несмотря на свою ошибку, должны сейчас вырываться на лидирующие позиции. Для того, чтобы как раз таки стать первыми, им необходимо набрать 88,99. Очень интересно, получится ли у них сделать это, потому что в целом по сезону, скажем честно, еще не так привыкли друг к другу, и бывали у них срывы, и лучших результатов пока что в сезоне 92,25 на этапе Гран-при как раз таки был, где они стали пятыми. Поддержку по дуге повышают до 4 уровня, там все в порядке, а вот, к сожалению, вращательная поддержка пока что уходит на 3. Полина Шарова и Алексей Столяров за произвольный танец набирают 92,81 балла. По сумме двух танцев 150,70 балла. Текущее первое место. Да, по произвольным танцам не проигрывают Дарью Дрожжину Антонову, но в итоге сохраняют свое место, и они уже 100% на пьедестале. Дмитрий Кашаев, Московская академия фигурного катания на коньках. Но у нас на ученики Анжелики Крыловой и рок-опера «Моцарт».
Что ж, какие-то заколдованные, правда, сегодня твизлы, что-то не так с этим элементом. Отменять его сегодня в танцах на льду не получается. Не идет он уже у которой пары, к сожалению, это остается камнем преткновения на всю программу. При очень удачном исполнении других элементов с твизлами сегодня творится что-то непонятное. Блок на одной ноге поставлен почти в самый конец программы. Очень такое, скажу честно, храброе решение, потому что обычно к концу проката произвольной программы сил у спортсменов остается немного, и контролировать свою опорную ногу на скорости достаточно сложно. И получают вторые уровни спортсмены за этот элемент. Вращение, которое стояло перед этим, было исполнено прекрасный 4-й уровень. Отличная хореодорожка была исполнена, такая драматичная, яркая, много интересных хореографических находок было в ней. Ну и вот нам сейчас показывают повтор твизлов. Прекрасный первый твизл, яркий переход между ними. И вот на втором, к сожалению, Аню совсем занесло, потеряла равновесие, подставила вторую ногу. Ну и сильно, конечно же, она потеряет из-за этого. Прекрасно была исполнена дорожка шагов, раскатисто, широко, на мягких пружинистых коленях. Прекрасная поддержка на большой скорости, очень дотянутые положения у партнерши, хорошее вращение у партнера на скорости, в продвижении. И вот, конечно, эта ошибка дорогого стоит. Но на самом деле для того, чтобы остаться сейчас на первой позиции, необходимо набрать 88,52. Для того, чтобы оказаться на второй строчке, им нужно набрать 84,69. Посмотрим, сколько же они получат, потому что в целом по уровню катания, по компонентам этот дуэт очень сильный. И по сезону набирали они достаточно много. Анна Галина, Дмитрий Кошаров за произвольный танец набирают 89,36 балла. Пособие групп танцев 151,55 балла. На данный момент это первое место. Да, вот что так вот неожиданно у нас получаются результаты. Вроде бы места сохраняют спортсмены, но между тем 4-е место по произвольной и первое в итоге, конечно, ребята не совсем довольны. Ну и мы будем надеяться, что Зоя Пестова и Сергей Лагутов, тренирующиеся в группе Ирины Жук, покажут сейчас чистый прокат для того, чтобы красиво завершить сегодня танцевальный турнир в разряде КМС.
Ну что ж, это выступление настоящих лидеров, огромные молодцы. На данный момент это один из самых чистых прокатов последних разминках. И, конечно же, прекрасное выступление, отличная программа, отличная постановка. Поздравляю ребят и тренерский штаб с тем, что сейчас сегодня все получилось. Конечно же, это очень сильный опытный дуэт, который в прошлом году на первенстве России среди юниоров стал третьим. Финал Гран-при России среди юниоров он выиграл. И в целом свои этапы в прошлом году тоже откатали в медалях. Первое и третье место у них было в целом, как и в этом году, точно так же. Это одни из лидеров юниорской нашей сборной. И, конечно же, тут можно только говорить хорошее. Отличный темп. Отличный темп блока на одной ноге. Очень классная жимовая работа опорной ноги на этом элементе. Прекрасный заход в хореографический слайд. Очень неожиданный, эффектный. Самоположение классное. Прекрасные поддержки, отличное вращение. И вот на повтор ставили твизлы, потому что действительно было небольшое такое отставание во втором твизле у партнера, но на уровень это никак не повлияло, все отлично, и, наверное, это самая чистая распечатка на сегодня, которую мы видим. Блок на одной ноге второй уровень, дорожка пока что говорит второй и третий, думаю, где-то на этих уровнях мы и остановимся. Ну и все отлично, все поддержки четвертый, вращение четвертый, и твизлы также четвертого уровня. Для того, чтобы становиться первым, им необходимо набрать 87 баллов, 74 сотых. Но для них это совершенно не проблема. Я думаю, что, конечно, сейчас результат должен быть значительно выше. Напомню, что лучший результат в произвольной программе в этом сезоне 101,9 на этапе Гран-при в Москве. Что ж, судьи очень внимательно пересматривают все элементы и находят потерю уровня на последней поддержке до третьего. Потом хочется внимательно посмотреть, что же мне не понравилось. Но, конечно же, с запасом хватает для того, чтобы сохранить свои лидирующие позиции. По сумме двух танцев 160,89 балла. По итогам соревнований пара занимает первое место. Вот такой результат у нас в танцах на льду. Пестова Лагутов первый, Билибина Кашаев вторые, Жарова Столяров третий. А впереди нас ждет короткая программа девушки КМС.
часто, но, в общем, девчонки себя не берегут и очень активно выступают и пытаются набрать соревновательный опыт на последних турнирах этого сезона, потому что уже в этом году, извините, этого года, потому что в этом году уже до праздников осталось не так много турниров, где можно лишний раз перед первенством страны обкатать программы и подготовить свои выступательные все моменты, потому что, конечно же, вот как мы видели, это в турнире парного катания. Многие на этом турнире пробовали новый прыжковый контент, и я думаю, что у девушек в том числе это тоже возможность опробовать какие-то новые свои, так сказать, тайные оружия, которые они будут использовать уже на первенстве страны. У нас разминка уже близится к концу. По ходу прокатов буду более подробно говорить о тех, кто выступает в этой разминке. Всего нас ожидает 24 девушки. Первая разминка у нас будет всего лишь 4 спортсменки. Ну и дальше нас ожидает еще 3 разминки по 6. Внимание, разминка окончена. Просьба покинуть лед. Ну что ж, разминка подходит к концу. У нас на льду остается лишь одна спортсменка из Хрустального, Камила Назипова. Тренируется она у Артема Пунина. И нас ожидает танго в ее исполнении. Сегодня Артем лично на соревнования, чтобы поддержать своих спортсменов. Московская академия фигурного катания на коньках.
что ж, отличный прокат. Мне кажется, открывать турнир таким прокатом — это большая радость. Справилась Камила со своим выступлением на 100%. Все прыжковые элементы сделаны замечательно. Вращения все на 4-й уровне. И дорожка шагов на 3-й. То есть тут даже по технической части обсуждать ничего не приходится. Все четко, все выверено. Камиле 14 лет. Сейчас у нее первый спортивный разряд. И вообще весь прошлый сезон она провела по первому спортивному. Только вышла она в разряд КМС в этом сезоне. И мы видим, что очень успешно у нее это получается. Совершенно не нервничала спортсменка и показала просто безупречное катание. Понравились мне очень четкие дуги на дорожке шагов. Прям выделала каждый шаг, не теряла скорость, что самое главное. И к прыжкам не подкрадывалась, а очень активно их атаковала. То есть не было такого, что было видно очень долгую подготовку. Наоборот, достаточно активно шла в каждый прыжок. И за это получает тоже неплохие надбавки она. А свой сезон прошлый на уровне первого спортивного она провела очень даже неплохо. 63,99 балла. И сейчас набирает очень достойные оценки, 63,99, почти 64 балла. Вот такой у нас отчет для остальных спортсменов. Варвара Полуэктова выходит на лед, ученица Марии Сурвиловой, и мы ждем от нее такого же чистого, успешного проката короткой программы. что тоже достаточно неплохое выступление показала нам Варвара, 14 лет этой спортсменки. И в этом сезоне она уже успела выступить на мемориале Радар, где стала 10-я. И на первенстве Москвы стала 31-я. В короткой программе она там набрала 55 баллов. И, наверное, это один из тех результатов, на которые стоит нам сейчас ориентироваться.
прошлом сезоне она себя уже пробовала на уровне КМС, хотя совмещала это с выступлением по первому спортивному. Что же касается проката, очень даже неплохо было исполнено. Единственное, что тройным клубом, приземление своего клуба было немножко тяжеловато. И сначала судьи поставили его на ревью, но потом все подтвердили, все хорошо. И единственное, чего мне не хватило, очень много движений в программе, но немножко не хватало точек и точности исполнения. То есть очень насыщенная танцевальная программа, но пока что именно качество исполнения движений можно немножко улучшить для того, чтобы компонентная составляющая была еще выше. Вращения были исполнены также достаточно успешно, и понравилось мне заключительное вращение в другую сторону, уже в другую сторону спортсменка вращалась так же хорошо, как и в свою, на такой же отличной скорости, в прекрасных позициях, и еще и в самом конце программы, не потеряв ни одного уровня. Это, конечно, дорогого стоит. Варвара Флоев за короткую программу набирает 56,62 балла. На данный момент это второе место. Да, буквально на балл она улучшает свой результат с первенства Москвы. Но у нас на льду уже следующая фигуристка. София Цепка с черными мишугами. София Цепка, чью короткую программу отметила даже всемирно известный дизайнер Вера Вонг, которая сама в детстве была фигуристкой, восхитилась этим прокатом. И будем надеяться, что сегодня увидим эту программу во всей красе. Ну что ж, совершенно роскошное катание показывает нам София. Невероятная чистота линий, грация, пластика.
Просто фантастическое катание. Очень рада, что видела эту программу вживую. Все время смотрела в трансляциях и хотелось вот вживую насладиться. Это очень легко, очень воздушно. Спасибо большое Екатерине Моисеевой, которая тренирует эту спортсменку. Представляет она Шор-Жука. И выступала она в этом сезоне на этапах Гран-при. У нее 2 победы на своих этапах. Красноярье и Лед мечты. Лучший результат за короткую программу был как раз-таки на этапе Красноярья 72,17. И думаю, что сейчас, к сожалению, была не самая удачная версия приземления из двойного акселя, поэтому, наверное, прям до этих оценок она не дотянется, но будет где-то рядышком. Также в этом сезоне она выиграла турнир памяти олимпийского чемпиона Гринькова и первенство Москвы. Набирала она по сезону 68, 69, и думаю, вот где-то в этих баллах сейчас мы окажемся, потому что вот только было смазано немножко приземление двойного акселя, все остальное было выполнено, конечно же, отлично. Дорожка шагов 4 уровня, все остальное тоже 4. Набирает 69,71 балла. На данный момент это первое место. Конечно же, первое место на данный момент. Ну, впереди у нас уже следующая фигуристка. Исполнитель программы приглашается Валерия Лукашова, Московская академия фигурного катания на коньках. Валерия Лукашова уже известна многим болельщикам фигурного катания. Тренируется у нас Светлана Соколовская. И пожелаем ей справиться с короткой программой сегодня. Очень мощная, наглая, напористо катается эта спортсменка. Очень эффектно скользит, раскатисто, быстро набирает скорость. И все движения очень объемно выполняет. Из-за этого, конечно, ее программа смотрится очень эффектно. Понравилась мне очень сильно и дорожка шагов. Пусть она выполнена не на самый высокий уровень, всего лишь на 2-й, но между тем эмоционально она очень обыгрывала эту дорожку.
и в целом старался исполнять все движения. Прекрасное вращение на большой скорости, очень эффектное последнее вращение в заклоне и в Бильмане. И, конечно же, неплохо выполненные прыжки, немножко чуть-чуть, самую малость смазанные выезды, но между тем каких-то прям серьезных ошибок допущено не было. 14 лет этой спортсменки, разряд КМС, тренируется у Соколовской Светланы, выиграла турнир, который проходил совсем недавно, «Южное сияние». В короткой программе она там набрала 62 балла. Ну, а в произвольной 124. Программа набирает 61,99 балла. На данный момент это третье место. Ну что ж, вот такой итог у нас первой разминки. На разминку приглашены Диана Минто, Виктория Михайлова, Мария Лужкина, Ульяна Куменева, Лидия Искачева, Мария Ткачикова. Но у нас на льду уже следующая группа участников. Софья Дзепко с очень большим отрывом пока что лидирует. Ну а дальше все следующие спортсменки идут достаточно плотно друг к другу. Посмотрим, что нас ждет в следующей разминке. Диана Мельто будет выступать первая, 15 лет этой спортсменки. Буквально, опять же таки, недавно она выступала на Кубке Первого канала среди юниоров. Показала там прекрасное катание. После Марии Лужкиной будет выступать Лидия Искачева. Вот такие вот у нас сегодня замены происходят прямо на ходу. Ну, бывает. Всякое случается в фигурном катании. После Дианы выходит на лед Михайлова Виктория. 14 лет этой спортсменки также. Разряд у нее КМС, тренируется у Буцаевой Виктории. В этом сезоне уже успела выступить на первенстве Москвы. Там она стала 22-я. В короткой программе набрала 60 баллов и 77 сотых. И в итоге у нее было 162,83. То есть, я думаю, это те баллы, на которые мы можем в целом ориентироваться относительно этого сезона. В прошлом сезоне по разряду КМС она также выиграла турнир памяти Русакова, набрав там 182, что значительно больше, чем те баллы, которые набрала на первенстве Москвы в этом сезоне. Посмотрим, что же она предложит нам сегодня. А Галушкина Мария Сергеевна у нас будет выходить третья на лед в этой разминке. Представляет она МАВК отделение «Хрустальный». Тренерами у нее числится Полина Коробейникова, Антон Шибник. В этом сезоне она успела выступить на первом этапе Кубка Маттерхорн «Восхождение». И также на Кубке «Спортивная столица». Набрала там 154 балла и 165 соответственно. Как мы слышали об снятии Ульяны, о ней мы говорить не будем, а поговорим о Плескачевой Лидии. Висит прекрасный плакат прямо напротив меня. Лида, блеск, яркий блеск. Очень здорово, что фанаты поддерживают свою любимую спортсменку даже тут, на таком, казалось бы, не самом значимом турнире. Бывают турниры этой спортсменки и более яркие, такие как Кубок Первого канала, который был с турниром буквально недавно. Девчонки прям не устают и подряд выступают, набирают форму по ходу сезона. 15 лет, тренируется она в снежных барсах у Пановой Светланы. В этом сезоне она выиграла Гран-при среди юниоров в сердце Сибири, набрав там 203 балла. И также еще она была четвертой на этапе Гран-при на мэра Горшкова в Москве, пятый это был этап, набрав там 190 баллов. В короткой программе ее оценки на этапах были 66 и 68. Думаю, на эти баллы мы в целом и можем плюс-минус ориентироваться.
Внимание, начаться разминки, осталась 1 минута. Внимание, разминка окончена, просьба покинуть лед. Все фигуристки покидают лед, кроме одной, ученицы Светланы Для Соколовской. исполнения короткой программы на лед приглашается Диана Мутова, Московская академия фигурного катания на коньках. И физра уже в исполнении Дианы. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. Oh, I'm so weak, please don't ever see. So oh, that's why road, Jack. Don't come back no more. Можно сказать, что все получилось в этом прокате. Несмотря на очень такую сдержанную манеру подачи себя в этой программе, мне очень понравилось, как спортсменка на протяжении всего проката держала четкий зрительный контакт с судейской баррикадой, заигрывала и отражала буквально каждый музыкальный акцент. Все положения очень натянуты, все движения выверены, то есть она не расплескивает эмоции, она очень сдержанно преподносит их как такое очень
вкусное, изысканное блюдо. Классные вращения на хорошей скорости. Единственное, что вот прыжок во вращение, к сожалению, пока что на 3-м уровне, видимо, не хватило оборотов. Ну и также стоит вопрос по вращению последнему. Дорожка была исполнена отлично, 3-й уровень, раскатисто, широко, амплитудно, на хорошей скорости. И также хочется отметить, конечно, двойной аксель, с которого началась программа, на огромной скорости, с такой связкой сложных шагов, с выкрика. Спортсменка зашла, выполнила отличный прыжок с хорошим уверенным выездом, за который получила очень достойные надбавки. Все хорошо с последним вращением, возвращают 4-й уровень, и я думаю, в целом сейчас должна получить очень неплохие баллы. Для того, чтобы становиться первой, напоминаю, ей необходимо получить 69,72. Ну и посмотрим, сколько баллов сейчас она получит. Диана Пинто за короткую программу набирает 66,62 балла. На данный момент занимает 2-е место. 2-е место на данный момент вполне себе достойный результат. Для Но у нас найдут исполнения следующая короткой спортсменка. программы приглашается Виктория Михайлова, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну, ученица Виктория Буцаева уже выходит на лед, ну а мы желаем ей чистого, уверенного проката короткой программы. Dans tes grands yeux, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour chanter les cigales, tout le monde s'enfonce sans libre champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors je reste sourd. Je perds mon temps à chercher tes bras, le long passement, et embrasse-moi, tes grands yeux noirs, les temps lumière, la nuit et le soir, de tous les mystères. Ну вот, к сожалению, у нас и случилась первая такая большая ошибка. Шли такой достаточно хорошей серии чистых прокатов, но, к сожалению,
Так получилось, что у Виктории каскад заявлен был 3-3, получился 3-2. Это не было каким-то серьезным, прям большим срывом, то есть не уйдет под минус этот каскад, все нормально, исполнен он был хорошо, просто на один оборот меньше, и, конечно, это очень дорого обойдется в короткой программе, малейшая ошибка стоит очень дорого, все идут очень плотно, из-за этого в целом никто не идет на риск, никто не пробует реноаксель, хотя многие из спортсменов, которые тут выступают, владеют этим элементом. Также на каскаде, к сожалению, пока что ставят неясное ребро, что тоже очень сильно может повлиять на результат и отправить эту спортсменку ближе уже к концу турнирной таблички. Вращение 4-го уровня, тут все хорошо, дорожка 2-го, и в целом достаточно яркая, интересная программа, наверное, за исключением момента, где был разгон на каскад, там очень сосредоточенно ехала спортсменка, прям видно было, что нервничает она относительно этого элемента, и вот, к сожалению, получилось всего 3-2 вместо заявленных 3-3. Ну что ж, ждем баллы. Пересматривала судейская бригада некоторые моменты. Но так все и остается там. Ребро на прыжке луц, дорожка 2, вращение 4. Но при этом прекрасная постановка под очень черное и очень эмоциональное исполнение этой программы. Виктория Михайлова за короткую программу набирает 55,76 балла. На данный момент это 6-е место. Что ж, да, действительно очень дорого стоила эта ошибка данной спортсменки. Но у нас на видео уже следующая фигуристка. Приглашается Мария Галушкина, Московская академия фигурного катания на коньках. Мария Галушкина на льду, тренируется на Полину Коробейнику. И будем надеяться, что у нее получится справиться со всей своей прыжковой заявкой.
Очень достойное выступление. Небольшие вопросы вызывают у технической бригады вращения. Все они поставлены на пересмотр, за исключением вращения заклона. Там все было сделано отлично, 4-й уровень без каких-либо вопросов. Буду сейчас более внимательно считать обороты, но скажу честно, относительно комбинированного вращения, которое было первым, очень мне понравилось. И такая эффектная качалка, и в целом скорость вращения достаточно неплохая. Также на пересмотр был поставлен каскад Lutz to Loop с не самым явным приземлением, и действительно там находит недокрут галка. К сожалению, это будет стоить очень дорого, но ничего страшного, впереди еще произвольная программа, где нужно будет собраться и отыгрываться. Ну и также смотрят этот каскад все еще на предмет неверного ребра и действительно ставят восклицательный знак. На комбинированном вращении все хорошо, стоит 4-й уровень, все досчитано, все правильно сделано. И пока что дорожка шагов остается на пересмотре, всего лишь 1-й уровень горит, но хочется отметить, что сама дорожка была сделана очень музыкально, с невероятно красивым проездом на колени, таким движением слайда, очень эффектно, и за это судейская бригада как раз таки достаточно неплохо плюсует этот элемент. Мария Крушкина за короткую программу набирает 52,2 балла. На данный момент это 7-е место. Да уж, к сожалению, не лучший уровень дорожки и серьезные потери на каскаде оставляют ее пока что в конце турнирной таблицы. Лидия Плескачева, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну а на льду у нас ученица Светлана Панова. Мы будем надеяться, что у нее получится чисто исполнить свою короткую программу.
Напоминаю, что свой этап Гран-при «Сердце Сибири» выиграла эта спортсменка. На другом этапе она была четвертая. И если брать результаты прошлого сезона, на первом Всероссии среди юниоров стала 8-я, а на финале Гран-при среди юниоров стала 5-я. То есть опытная спортсменка уже и в прошлом году выигрывала этапы Гран-при. Вот хочется отметить то, с какой чувственной легкостью исполняет она все. Прекрасный выезд из двойного акселя. Совершенно роскошный выезд с тройного Ридберга, перетяжка, такая мягкая работа опорной ноги, переход в зубчики с работой корпуса. Прекрасно обыграно это все, очень музыкально, очень тонко чувствует музыку, передает с таким интересным стилем. Опять же таки, не кричит, не в лоб, а так томно, очень аккуратно, но доступно. Наверное, единственное из недочетов, мне бы хотелось чуть-чуть длиннее выезда из каскада тройного стороны топ. Сам каскад мы помним прекрасно. Вот хотелось бы чуть-чуть длиннее выезд, потому что на всех остальных выездах она просто невероятно хорошо отрабатывает. Роскошное вращение, прекрасный выход из вращения. Вот нам сейчас показывает замедленный повтор, такая хореографическая находка, очень интересная. В целом, весь прокат удался. И, конечно же, несмотря очень много 68,33 балла. На данный момент это второе место. Второе место на данный момент достаточно достойно, но у нас на льду уже следующая спортсменка. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Мария Ключникова, Московская академия фигурного катания на коньках. Ученица Жанны Громовой на льду. Мы ей желаем справиться со своими нервами. Спортсменка ярко презентует свою программу, и это очень хорошо, потому что в некоторых моментах это компенсирует некоторые технические недостатки, такие как
не самые скоростные вращения и не самые четкие позиции в них. То есть даже если брать тот же заклон, на общем уровне он выглядел немножко тяжелее и чуть более медленным, с более такими тяжелыми позициями. Ну, отлично отпрыгала всю прыжковую часть, справилась с всеми элементами. Дорожка шагов на второй уровень. Единственное, что, наверное, хотелось бы добавить также еще скорости в эту программу, потому что прекрасная постановка, повторюсь, отличная презентация, но хочется, чтобы в этом было больше раската, больше продвижения, больше амплитуды. Ну и пока что, к сожалению, находят недокрут в галку на тройном Ридбергере, и также пока что стоит восклицательный знак напротив прыжка тройной флип, значит, с ребром были некоторые вопросы. Действительно, вот все сделано, но чуть-чуть небрежно, где-то недоделано, и вот создается такое не самое лучшее впечатление, хотя между тем прокат был очень даже для этой спортсменки выполнен неплохо. Эта девочка всего 13 лет и выступала на прошлом сезоне в основном по первому спортивному разряду, хотя КМС тоже себя пробовала на первенстве Москвы старшего возраста. Мария Капичникова набирает за короткую программу 53 целых ровно и на данный момент занимает 8-е место. Останавливается она на предпоследней позиции, но нас ожидает заливка льда и потом еще оставшиеся 2 разминки девушек.
соревнования. Разрешена разминка третьей группе участников. На разминку приглашены Екатерина Титова, Варвара Кравчина, Яна Иванова, София Сарновская, Алиса Крылова. Ну что, у нас на льду уже третья разминка участниц. И итоги после первых двух групп у нас такие. Софья Дзепко у нас на первом месте 69 баллов. Буквально в балле от нее останавливается Лидия Плескачева. Диана Мильта у нас находится на третьей позиции. Камила Назипова на четвертой. И в отметке 61 останавливается Валерия Лукашова. Следующие спортсменки, к сожалению, 60 баллов пробить не смогли. И пока что не претендуют на серьезную борьбу в произвольной программе. Хотя мы знаем, что всякое может случиться. Плюс у многих здесь имеют в арсенале элементы ультра-си, поэтому так громко, конечно, говорить, что прям не претендуют, я не буду. То есть они просто себе усложнили немножко задачу. Так, ну а теперь мы представляем участниц этой разминки. И начинаем с Титовой Екатерины, которая будет ее открывать. 15 лет этой спортсменки. Тренируется она в ЦСКА. Моисеева Екатерина числится ее тренером. Заявка у нас, как всегда, сегодня у большинства фигуристов обычная. Ридбергера у двойной аксель. В этом сезоне она успела выступить на турнире памяти олимпийского чемпиона Гринькова и на первенстве Москвы. Наверное, ориентироваться мы будем на баллы, скорее всего, с первенства Москвы, потому что там она набрала 57,99, а вот на памяти олимпийского чемпиона Гринькова, к сожалению, короткий прокат совсем не задался, и там было всего 48 баллов, но думаю, что сегодня должно быть явно лучше. Родионова Юля, ей 16 лет, будет выступать она после Титовой Екатерины. Представляет она клуб «Легенда», тренируется у Цаевой Виктории. В этом сезоне успела выступить также на памяти олимпийского чемпиона Гринькова. Там она набрала 61 балл, 25 сотых в короткой программе. И лучший балл у нее был на первенстве Москвы, где она стала 15-й. Там было 62 балла 7 сотых. Также она выступила на мемориале Рагер, где она стала 9-й, набрав там 57 баллов. То есть мы видим, судя по оценкам, достаточно ровно идет по сезону именно в коротких программах. Кравчина Варвара выйдет на лед после нее, 15 лет ей. Выступает она под руководством Сергея Давыдова, представляет ЦСКА. В этом сезоне она успела также выступить на турнире памяти Гринькова. 15 место она заняла, 54 балла в короткой программе. И на первенстве Москвы стала 25-я, 57 баллов, 18 сотых в короткой программе она набрала. Иванова Яна выйдет на лед после нее, 14 лет. Клуб «Сет-Point». Василевская Алексея, Лавренчук Юлия тренирует эту спортсменку. В этом сезоне она выступала также на первенстве Москвы и также на турнире памяти Гринькова. 53 балла 31 сотая, это было у нее результат программы памяти Гринькова. А вот на первенстве Москвы она набрала куда более солидные баллы, 60,77 балла. Софья Сарновская выйдет на лед после нее. 13 лет этой спортсменки. Тренируется она в Ангелах Плющенко. Тренерами учились Евгений Плющенко и Артем Значков. Выступала она в этом сезоне достаточно неплохо. На турнире, который проходил совсем недавно в Жигули, в короткой программе она набрала не так много баллов, 54,87, там стала 5-я. А вот на турнире в честь Георгия Проскурина она набрала 65, и, наверное, этот результат можно считать пока что лучшим в короткой программе. Там как раз на этот турнир еще и выиграла. Выступала она на этапах Гран-при в этом сезоне. Набирала она на короткой программе 63 и 64 балла. Стала она второй на этапе Гран-при в Казани. Это был 4-й этап. И также стала она 7-й на этапе Гран-при «Лед мечты». На первом этапе выступила. И там было у нее буквально по короткой программе почти одинаковые баллы. Она набирает по ходу сезона. Первенство Москвы 9-е место.
65 баллов, и Мемориал Рабер 6 место, 62 балла. То есть видим плюс-минус в одинаковых баллах остается спортсменка в короткой программе. Внимание, до конца разминки осталась 1 минута. Ну и у нас до конца разминки остается минута, и мы представим последнюю участницу этой разминки. Карнаухова Алиса, 14 лет ей, тренируется у Лебедевой Юлии, представляет «Спартак», и выступала она в этом сезоне на первенстве Москвы, скажем честно, не лучшим образом. 47 баллов всего лишь там набрала, 38 место, не квалифицировалась в произвольную программу. Достаточно более успешно она выступала в прошлом сезоне. И в короткой программе ее результат можно взять по разряду КМС пока что как лучший, наверное, 52,8 на серебряном ожерелье России. Вот такая вот информация у нас есть о выступающих по этой разминке спортсменках. Пока что на данный момент нас в большинстве своем радуют фигуристы своими выступлениями, достаточно чистые прокаты показывают, и если есть ошибки, то они, скажем так, незначительны, если можно так это назвать, как минимум без падений у нас обошлись первые 2 разминки. Будем надеяться, что так продолжится и дальше. Тем временем спортсменки покидают лед, и Екатерина Титова остается одна и получает наставление от своего тренера. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Екатерина Титова, Шорки и Жука.
Екатерина Титова закончила свое выступление очень даже уверенно. Но единственное, что вращения пока что вызывают вопросы у технической бригады, и остаются на пересмотре как раз именно эти два вращения, которые были в конце. Второй и третий уровень пока что горит. А вот что касается прыжковой части, наверное, единственное, что стоит отметить, что, к сожалению, не получился заявленный каскад 3-3, получилось всего лишь 3-2. Видите, двойной тулуп были исполнены вместо заявленного тройного. Такую ошибку мы сегодня уже видели, и, к сожалению, это, как мы помним, стоит очень дорого. Ну, последнее вращение, слава богу, возвращают 4-го уровня, а вот предпоследнее вращение пока что все-таки остается 2-го, как и дорожка шагов. Вращение в заклоне первое не вызвало никаких вопросов, с хорошими надбавками, отличный заклон, хорошо сделанный двойной аксель и тройной ридбергер. То есть основные, конечно, вопросы будут именно с каскадом. Очень жаль, что так получилось, но впереди произвольная программа, не стоит унывать. Все еще будет решаться завтра. Екатерина Титова за короткую программу набирает 55,83 балла. На данный момент это 7-е место. 7-я позиция на данный момент, но, скажу честно, отрывы не так велики, и можно будет достаточно неплохо. Для исполнения короткой программы приглашается Варвара Кравчина, Шор и Нижука. Варвара Кравчина выходит на лед, и мы желаем ей удачного проката. Невероятно красивым вращением заканчивает свою программу Варвара.
Очень жаль, к сожалению, у нас случилось первое падение. Прыжок тройной Ридбергер не хватало этой спортсменки и, к сожалению, упала на с него. При том, что до этого вся прыжковая часть была выполнена очень даже неплохо. Напомню, что тренируется спортсменка под руководством Сергея Давыдова. И видно, какую тщательную работу он проводит над компонентной частью, над тем, как должны выглядеть вращения. Скоростные, быстрые, четкие, выверенные движения. Вот здесь мы видим падение, прям совсем такое нехорошее. Ну, тяжело будет, конечно, в произвольной программе, но нужно будет собраться и показать свой максимум. Плюс еще теряет достаточно много уровня и по вращениям, и по дорожке шагов. Всего лишь первый уровень дорожки и вращение первое оценено в третий. Ну и, конечно же, последнее вращение тоже, к сожалению, сейчас могут чуть понизить из-за количества оборотов. Также находится сейчас судейская бригада Нита Круте на тройном тулупе, который был вторым прыжком в каскаде. Ну и, конечно же, понятно, что на Ридбергере даже говорить об этом не приходится. Там прям явно уже вместе с падением было четко видно, что конек не довернулся. Здесь как бы об этом говорить нет смысла. И, к сожалению, да, последнее вращение от третьего уровня, первое вращение от третьего уровня, дорожка первого, и все вот это в совокупности дает нам не самый высокий результат, к сожалению. Но главное не расстраиваться, потому что все еще впереди, завтра еще целая произвольная программа, и там можно будет реабилитировать себя, показать свой максимум. Варвара Кравчина за короткую программу набирает 50,6 балла. На данный момент это 11 место. Да, всего лишь 50 баллов, и последнее место на данный момент. Но не надо расстраиваться, главное работать. Для исполнения короткой программы на нее приглашается Яна Иванова, сетпоинт. Ну а на льду у нас уже Яна Иванова, ученица Алексея Василевского. И достаточно такое яркое музыкальное сопровождение и очень интересная программа. Darling,
очень удался прокат этой спортсменки. Было падение на первом прыжковом элементе, раскат, тройной луц выполнен, далее тройной тулуп, и вот как раз таки на выезде с него случилось падение. Ну и, конечно, сейчас мы увидим в замедленном повторе. Скорее всего, там еще можно найти и недокрут, и также есть вопросы по вращениям. Вопросов этих много, потому что по ходу проката ни одно из вращений не загорелось 4-м уровнем. И скажу честно, кажется мне, что расстроилась Яна из-за своего прыжка, из-за своего падения, и не так презентовала программу, как она это может, как она должна это делать. И даже в каких-то моментах потеряла концентрацию. Особенно это было видно на дорожке шагов, которая оценена первым уровнем. Прямо развалилась она на первом тризе в этой дорожке, потеряла немножко баланс. То есть не хватило именно сосредоточенности. На тройном ридбергере ставят кьюшку. Ну и, конечно же, тройной тулуп галка, недокрут, разумеется, это понятно. Из хорошо выполненных элементов без вопросов это двойной аксель. И не стали его пересматривать, там все понятно, там все хорошо. Но вот то, что с вращениями такая история, что все вращения на пересмотр, конечно, так нельзя, нужно к вращениям относиться повнимательнее и делать их более четко. И даже несмотря на какие-то неудачи в прыжковых элементах, именно этими элементами можно компенсировать как раз таки вот эти вот недостатки баллов, потому что в произвольной, конечно, программе тяжело будет выбираться с той стартовой позиции, которую сейчас таким прокатом себе обеспечила эта спортсменка. При том, что отличная скорость у этой фигуристки, отличное раскатистое скольжение. То есть, когда она разгонялась на первый каскад, просто буквально за 2 толчка набрала скорость и пронеслась весь короткий борт, одним беговым практически проехала. Здесь в плане скольжения хочется отметить, что она огромная молодец. Но жаль, что вот это не сохранилось на всю программу. Прыжковое вращение пока что остается 3-го уровня, комбинированное вращение 3-го уровня. Ну и сейчас идет только последнее решение по вращению за клон. Ждем мы результатов судейских оценок. Заклон оценивается 2-м уровнем, и, к сожалению, мы понимаем, что подобный прокат не позволяет этой спортсменке подняться хотя бы даже в действующую 5-ку. Яна Иванова за короткую программу набирает 51,23 балла. На данный момент это 11 место. Останавливается на предпоследней строчке эта спортсменка. Конечно же, это не ее результат, скажем честно. Может она кататься значительно лучше и показывать совершенно другое Исполнение короткой катание. программы на приглашается София Сарновская, Академия фигурного катания, Андрей Плющенко. Ну а мы пожелаем Софии Сарновской, которая уже на льду, хорошего проката.
прекрасное выступление, невероятные эмоции испытывает на этой спортсменке, очень легко, воздушно, все чистенько так выполнено. Дорожку оценивают ей на 4-й уровень, прям качественно, каждый поворот старалась выделывать, очень четко работала опорной ногой, вообще классное скольжение у этой спортсменки, мягкое, размашистое и такое даже воздушная, то есть она набирает скорость, но не задавливает вниз, а наоборот ее прям выталкивает от льда. Прекрасные прыжки, отличный двойной аксель был выполнен с хорошим выездом, тройной риппергер был выполнен просто чудесно. Комбинированное вращение с очень интересной позицией, в шпагат, полный шпагат, вертикально вытягивает спортсменка, держит еще с таким интересным, необычным хватом. Ну и, конечно же, последнее вращение в заклон Бильман. Вот как раз показывает это вращение с хватом. Знаю я, что делают многие так спортсменки, но вот прям, чтобы доводят до полного шпагата, не часто можно увидеть такое исполнение. И последнее вращение заклон Бильман, тоже почти в полный шпагат, очень красиво, очень дотянутые все позиции. И, наверное, вот единственное, что теряет она всего лишь 1 уровень на вращении в Бильмане как раз-таки в заклоне, а все остальное выполнено на высочайшие уровни без каких-либо понижений. София Сарновская за короткую программу набирает 68,61 балла. На данный момент это 2-е место. 2-е место на данный момент, высокие баллы. Мы видим, как плотно идет Для сейчас исполнения короткой тройка программы лидеров. приглашается Алиса Карнаухова, Московская академия фигурного катания на коньках. Алиса Карнаухова закрывает эту разминку, ученица Юлии Лепетевой. Сейчас исполнит для нас свою короткую программу под цирк Дю Солей. You should know.
немножко ошиблась на прыжке двойной аксель, эта спортсменка выехала в троечку. А с остальными простыми элементами она постаралась справиться в полную силу, у нее получилось. Немножко потеряла на вращениях, и в целом хочется сказать, что есть в стиле этой фигуристки что-то такое немножко небрежное. То есть вроде бы это хорошо, потому что это все выглядит легко, как будто и не стоит никаких усилий, но в тот же момент иногда некоторые движения выглядят немножко недотянутыми и недоделанными. Найти бы в этом идеальную гармонию баланса, довести до того, чтобы это выглядело и легко, и при этом все линии были дотянуты, и будет вообще замечательно. Очень такая дерзкая, эмоциональная спортсменка. Неплохо она справилась со своей программой. Молодец, что обыграла эту троечку на выезде из акселя, попыталась как-то скрыть этот недостаток. Но жаль, что теряет на дорожке шагов всего лишь базовый уровень и, конечно же, на вращении. На разминку приглашаются Владимир Тинчева, Анастасия Жирошкина, Марина Сарычева, Анастасия Уткина, Алена Донова, Майя Крюкова. Ну, а пока у нас на виду находится уже следующая разминка, хочется чуть-чуть продолжить разбор программы Алисы. Вращение в заклоне уходит всего лишь на первый уровень, а прыжок по вращению на второй. То есть мы видим, что вот эта вот недоделанность, она присутствует не только в хореографии, но еще и в отношении к вращательным элементам. То есть нужно более внимательно и более конкретно показывать все позиции, достаивать все обороты, а здесь немножко все так сброшено было, поэтому, к сожалению, техническая бригада имеет полное право понизить уровень этих элементов. Алиса Крылова за короткую программу набирает 55,46 балла. На данный момент это 11 место. Ну что ж, останавливается она на 11-й строчке, но у нас на виду уже следующая разминка, о которой мы поговорим чуть более детально. Лесничева Валерия, которой 13 лет, будет открывать эту разминку, выступать первой, тренируется на Семиной Анастасии, ЦСКА, и в этом сезоне уже успела, разумеется, несколько раз выступить и даже на этапах Гран-при. Второе место она заняла на турнире «Мордовские узоры», набрав там лучший результат своей короткой программы в сезоне 65,69. На этапе Гран-при «Звезды Магнитки», к сожалению, короткая программа не так успешно получилась, и там было всего лишь 52 балла 8 сотых, то есть не совсем чисто выдался этот прокат. На турнире памяти Гринькова она набрала в короткой программе 63 балла, а вот на первенстве Москвы она стала пятой, где также было 63 балла. То есть мы видим, что, наверное, скорее к этим баллам стоит ориентироваться, чем вот тем, которые были на этапах Гран-при. Анастасия Шарошкина представляет отделение хрустальный, ей 16 лет, и выйдет она в этой разминке на соревновательный лед под вторым номером. Тренером у нее числится Шибник Антон, Коробейникова Полина. Выступала она в этом сезоне на первенстве Москвы, где стала 20-й. В короткой программе набрала 58 баллов, в итоге 165. В целом неплохой результат. Посмотрим, что сегодня она покажет нам. Сарычева Марина выйдет на лед после нее под третьим номером этой разминки, 13 лет. Первый спортивный разряд у нее пока что. Представляет она МАФ отделение «Легенда». Буцаева Виктория ее тренирует. В этом сезоне она успела выступить на турнире на призы Кудрявцева, где заняла первое место, но по первому спортивному разряду «Битва школ». Второй этап, первое место также по первому спортивному разряду. А по КМС она успела выступить на первенстве Москвы, где заняла 12 место, 61 балл в короткой программе. Уткина Анастасия, 14 лет. Первый спортивный разряд, тренируется у Давыдова и Сергея, представляет ЦСКА, и в этом сезоне она выступала на памяти Гринькова. Там она набрала 54 балла 83 сотых, стала 19-й. Также выступала на первенстве Москвы, там набрала значительно больше баллов, 65,76, 18 место. И мне кажется, вот этот балл, от которого хотелось бы отталкиваться сегодня и рассматривать, что же может быть относительно чистого проката. Дронова Алена выиграла предпоследняя, 13 лет спортсменки, первый спортивный разряд. Представляет она спортсменку «Триумф», тренируется у Софьи Федченко.
извините, пожалуйста, выступала она на этапах Гран-при в этом году в Краснояре. И там стала 12-й. По программе, к сожалению, набрала всего 48 баллов. Хотя, на секундочку, на первенстве Москвы, где она стала 11-й, она набрала 65 баллов. То есть понимаем, что может набрать много и выдать очень даже достойный, хороший прокат. В прошлом сезоне она, кстати, выступала по большей части по первому спортивному разряду, но несколько турниров провела также на уровне КМС. Майя Корякова сегодня будет закрывать этот турнир, эту короткую программу среди девушек в разряде КМС. Ей 14 лет, тренируется она у Моисеевой Екатерины, ЦСКА. И успела она выступить, как большинство фигуристок, выступающих здесь на турнире памяти Гринькова и также на первенстве Москвы. На первом у него было 56 баллов за короткую программу, а вот на первенстве Москвы было всего лишь 49, что совсем немного, но мы, конечно же, понимаем, что это в силу не самого чистого проката. Считанные секунды у нас остаются до конца разминки. Фигуристки продолжают очень активно, на самом деле, разминаться и продолжают пробовать элементы, несмотря на то, что частенько избирают тактикой последней минуты разминки подышать и просто почувствовать лед. Внимание, наша разминка окончена, просьба покинуть лед. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Валерия Летучева, шор имени Жука.
радуюсь своему прокату, Валерия, конечно, она огромный молодец, справилась. Знаете, есть вот та исполнитель, что гипнотическая, что заставляет смотреть на нее просто не переводя дыхание. Буквально вот на одном дыхании смотрела весь прокат, замирая, потому что вот какая-то энергетика от нее такая исходит, манящая. Очень подходит ей эта программа. Классный, стильный образ, очень хорошая постановка. И мне кажется, очень даже на пользу ей пошло качание в первой позе, то есть она встала в позицию, немножко потеряла равновесие, собралась. И мне кажется, это было важным моментом настроен этот прокат, потому что это так иногда заставляет спортсмена встрепенуться, вспомнить, что нужно все держать на контроле всегда, что ничего не бывает просто так. И вот она справилась со всей своей заявкой. Вращение 4-го уровня, дорожка 3-го, прыжковые элементы все сделаны отлично, Ридбергер, Аксель с отличными выездами. Может быть, из каскада хотелось бы чуть больше скорости именно на выезде, но это уже прям такие совсем придирки мои, потому что вот все мне понравилось в этом прокате, уже какие-то хочется прям совсем мелочи разбирать. Классное взаимодействие с судьями, хороший зрительный контроль площадки в целом, то есть она понимает, куда едет, как едет, хорошо набирает скорость, мягко, пружинисто работает опорной ногой и показывает такое достаточно уже взрослое катание. Валерия Летичева за короткую программу набирает 68,9 балла. На данный момент это 4-е место. Ну что ж, смотрите, у нас уже 3 спортсменки набирают баллы 68, и дальше различие идет в сотые и в десятые. Такая будет очень серьезная борьба в произвольной программе. Но на льду у нас уже ученица Антона Шибнева. Анастасия Шарошкина поставляет клуб «Хрустальный». Не самым лучшим образом получился этот прокат, но, увы, была бабочка на первом Ридбергере, вместо тройного явно исполнили лишь двойной, был конкретный срыв вращения заклон,
то есть вытянула спортсменка в положение Бильман и дальше потеряла баланс, подставила вторую ногу, и уже вращение остается лишь на первом уровне. Прыжок тройной луз, тройной тулуп в каскаде был выполнен очень даже неплохо, но поставлен на ревью, потому что выезд из второго прыжка был немножко тяжеловат, и думаю, сейчас будет рассматривать техбригада на предмет ребра и также докрута этих прыжков. Дорожка шагов исполнена на первый уровень, и в целом хочется отметить, что именно вот в компонентной части очень сильно не хватало в этой программе немножко пластичности, немножко больше включенности в программу, но еще это связывает с тем, наверное, что все-таки ошибка на первом элементе немножко выбила из колеи спортсменку и поехала она не так, как может, потому что действительно программа сегодня выглядела немножко пустовато. Вращения, к сожалению, остаются у нас первого, третьего и второго уровня, и получает совсем немного баллов эта спортсменка. Ну и, конечно же, и судьи обязаны отминусовать вращение в заклоне, потому что там был явный срыв, и вот по уровням теряет много. Анастасия Шершкина за короткую программу набирает 49,57 балла. На данный момент это 16 место. К сожалению, даже до 50 не дотягивает спортсменка с Исполнение таким короткой прокатом. программы на лед приглашается Марина Сарачева, Московская академия фигурного катания на коньках. Ну а мы сейчас желаем ученице Виктории Буцаевой справиться с нервами и показать чистое, уверенное катание.
здорово, огромная молодец. Со всей прыжковой частью справилась отлично. Единственное, что пока что у технической бригады возникают вопросы именно касательно вращений. Пока что загораются они все 3-го уровня. Сейчас будут, конечно же, на замедленных повторах проверять количество оборотов и положений. Дорожка 2-го уровня горит, и в целом так оно и есть. Достаточно неплохо она проехала дорожку, но для 3-го уровня не хватило немножко чистоты исполнения сложных поворотов. В некоторых моментах конек немножко дрожал. Хочется отметить очень неплохую скорость скольжения у этой спортсменки и очень неплохую пластику рук, спины и в целом достаточно такое артистичное катание, которое она чувствует музыку, интерпретирует ее, и такое не совсем очевидное решение взять кавер Worth It и сделать из этого восток. Достаточно интересно, необычно, нетривиально, и очень выглядит это свежо. Вот смотрим по количеству оборотов по вращению. Да, заклон оставляют 3-го уровня. Комбинированное вращение повышают до 4-го. И остается только понять, что вот с прыжком во вращение Чинян. Была ли 8-ка? И было ли дальше нужное количество оборотов в следующей позиции? Что ж, остается пока что 2-й уровень вращения, не доходит до должных позиций, к сожалению, техническая бригада, но между тем спортсменка точно может быть довольна своим выступлением, потому что все, что касается прыжковой части, было выполнено отлично, но за вращением просто нужно чуть более внимательно следить в будущем и в произвольной программе. Марина Сарчева за короткую программу набирает 60,60 балла. На данный момент это 7-е место. Ну, видимо, крылы совсем маленькие относительно всех мест, то есть можно продвинуться и в одну сторону, и в другую программу, все будет зависеть от малейших ошибочек. Ну а на льду у нас уже следующая ученица Сергея Давыдова и ее короткая программа.
Ну какое выступление, просто отличный прокат Анастасии Будкиной, совершенно роскошная программа и такая музыкальная, невероятная, этот тройной Ридберги в акцент музыкальный, просто супер эффекты вау от него. И, конечно же, прекрасный каскад Loops to Loop в самом начале, проходящий, легкий, как будто он вообще никаких сил не занимает у этой спортсменки, совершенно все легко, воздушно, и, конечно, хочется отметить очень классную подачу. Так проникновенно и чувственно она катает каждое движение, понимает о чем, зачем, взглядом, меняет настроение. То есть во время дорожки буквально один шаг она смотрит из-под лоби, другой уже закатывает глаза наверх. И все это так в тему, так на каждый акцент попадает. Очень музыкальная девочка, очень дотянутые все линии, позиции во вращениях. Просто красота, загляденье. У технической бригады пока что вопрос возникает только относительно вращения в заклоне последнего. Все остальное выполнено на 4-й уровень, включая дорожку шагов. И, конечно же, очень хорошие надбавки она получает от судей за такое катание. Ну, действительно, прям вот нечего сказать по этому прокату. Все хорошо, все, что нужно, все на месте, все имеется. И вращения оставляют заклон 3-го уровня, к сожалению. Но все остальное остается 4-го, и в целом очень неплохая заявка. И в произвольной программе эта спортсменка точно будет бороться за самые высокие места. Анастасия Будкина за короткую программу набирает 65,94 балла. На данный момент это 6-е место. 6-е место на данный момент, но там совершенно мизерные отрывы друг от друга. Исполнение И короткой программы очень необычная приглашается программа. Алена Троллова. Триумф. Ученица Софья Федченко получает последнее наставление своего тренерского штаба и готовится выйти исполнить на свою короткую программу под болеро.
Но в борьбе прошел этот прокат, прям в явной борьбе. И началась эта борьба, конечно же, с каскада. Буквально за каждый прыжок в этом каскаде она боролась. И что самое главное, эту борьбу она выиграла. Спасла она и тройной луц, дальше прицепила тройной тулуп, и с ним тоже. Хоть и были некоторые сложности, но она смогла его выехать. И за это, конечно же, огромное уважение спортсменке, за то, что она не расслабилась, а дала себе шанс на борьбу и в произвольной программе. Дальше двойной аксель был выполнен очень даже неплохо, тройной ридбергер также. Но вот мне кажется, что после ошибки на каскаде немножко она поняла, что нужно чуть-чуть держать все более под контролем. И из-за этого была немножко сдержана в презентации. Хотя, конечно, тема болеро, может быть, и позволяет такую презентацию в целом. Это в целом очень сложная тема, особенно для совсем юных еще девушек. Но сама постановка очень даже неплохая. И вот, если бы не было такого сильного внутреннего напряжения спортсменками, мне кажется, смотрелось это куда лучше. Находят небольшой недокрут на тулупе, который был в каскаде с тройным луцем, кьюшку ставят там, вращение выходит комбинированное на 4-й уровень, это все хорошо, а вот, к сожалению, прыжок во вращение второго, и пока что идут споры относительно заклона, потому что там тоже были небольшие потери по оборотам. Дорожка шагов второго уровня, ну и вращение заклон, скорее всего, остается третьего. Не находит необходимого количества оборотов для 4-го уровня, но между тем, самое главное, что Алена может похвалить себя, что она сделала все возможное для этого проката, боролась, держала себя в настрое, и здесь она огромная молодец. Да, пусть баллы будут не самые высокие, но между тем она остается в борьбе. 10,4 балла. На данный момент это 10-е место. Располагается она сейчас ровно посередине турнирной таблицы. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Майя Полякова с шоу имени Шуха. Ну и у нас последняя фигуристка выходит на лед. Тренируется она у Екатерины Моисеевой. И мы, конечно же, желаем ей, чтобы она красиво и чисто закрыла нам короткую программу в разряде КМС у девушек. As you can
Ну, не все получилось сегодня. Очень жаль. Каскад случился совсем не тот, который изначально планировался. Должен был быть исполнен тройной луц, тройной тулуп. Но на прыжке двойной луц была бабочка. Получился всего лишь двойной. И дальше, сделав тройку на выезде, смогла добавить двойной тулуп к этому прыжку, чтобы хотя бы какой-то каскад был. Двойной аксель был сделан отлично. Ридбергер тоже в начале программы самым первым элементом был исполнен достаточно неплохо. Что касается вращения, не на самый высокий уровень исполнила их спортсменка. Но между тем мне хочется отметить скорее хорошую сторону, то, что было в постановке в этой и в музыке, то, что подходит очень сильно спортсменке. Есть в ней какая-то такая легкость, воздушность, и вот этот вокал очень ей подходил. Прям чувствует она эту музыку, эту программу. Да, пусть сегодня не все получилось в прыжковом плане, но ничего, все еще впереди. Завтра произвольная программа. И вообще, дорогие зрители, завтра нас ждет что-то очень интересное. Произвольная программа у девушек первый спортивный, и КМС нас ожидает. 50,95 балла. По итогам короткой программы занимает 18 место. Останавливается Майя на 18 строчке. На этом 4-е соревнование подошло к концу. Всем спасибо. До свидания. София Дзепко первая, Софья Сарновская вторая, Лидия Плескачева третья. Вот такой у нас итог короткой программы. Спасибо большое, что были с нами. С вами была Беттина Попова. До свидания.